Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Николаевича Арестовича. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи, ждете обзоры, ждете интересные детали, которые вроде как все замечают, но по большому-то счету проанализировать не хватает даже времени, потому что поток новостей сменяется неистовым образом, но мы находим время для того, чтобы и с вами пообщаться, и, соответственно, понять, что с нами со всеми происходит. Алексей Николаевич, приветствую вас, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что ставите лайки, за то, что поменяли уже страну в Ютубе. Сделайте это, если вы подписчики Алексея Арестовича и канала Александр Шелест. Эти два канала подсанкционны, но тем не менее. Всем большое спасибо за то, что общаетесь, за то, что комментируете, за то, что вовлечены. Это эфир на два канала прямо сейчас. Вкратце о формате. QR-код, который видите возле меня, возможность задать вопрос в конце сессии вопросов и ответов. Начнем с этого ресурса, сервиса, если он работает. Также закрытый клуб телеграм-канал Шелест. Закрытый клуб зрителей этого телеграм-канала оставляют люди вопросы заблаговременно. И, конечно же, сообщество YouTube. Вопросов масса, все интересные, но и с чатом трансляции будем говорить. Также чат трансляции, у него есть такая привилегия, там можно проголосовать в вопросе нашего сегодняшнего эфира. Я его считаю принципиально важным, потому что это как звоночек, может быть, война поменяется, а может быть, это просто прецедент такой, вот так получилось. В общем, сегодня в Кривом Роге прогремело два взрыва, то есть сначала один налет гераний, дефис шахедов, потом второй удар. И во время одного из ударов, как раз таки в момент, когда очередного бедолагу тащили в бусик на всю улицу, это все, как всегда, происходило, попали рядом с ТЦК. ТЦК отчитали, что все хорошо, никто не пострадал, все сотрудники пошли в укрытие, но сам интересен формат этого удара, как цель этого удара. В связи с этим вопрос. Как вы относитесь к ударам России по ТЦК, по зданию и так далее? Варианты. Давно пора, ТЦКшники оборзели. Плохо, это шаг к тотальной войне. То есть, как это, река Стикс, тут ты еще гражданский, а завтра уже перешел в военный. И вот в этот момент обходили россияне ударами. Если бьют, значит, что-то будет меняться в худшую сторону в плане войны. Следующий вариант. Значит, скоро война закончится. То есть, это вот бьют, и это так много сейчас таких мнений. Они говорят, что и военные говорят, и гражданские, что вот смотрите, это означает, скоро все кончится. А вот это означает, тоже скоро все кончится. Все готовятся к концу. Может быть, и этот вариант. И еще один вариант. Да нет этих ударов. Потому что России это невыгодно, прежде всего, с военно-политической точки зрения. Проголосуйте вы. Давайте с этого вопроса начнем, чтобы, так сказать, люди, в конце мы подведем итоги, тоже интересно, как проголосуют. Как бы проголосовали вы и что думаете? Действительно это какая-то перемена в целях воздушных ударов? Из-за того, что попали в один военкомат? Пусть попадут в десяток, тогда можно будет говорить о системе, пока рановато, честно говоря. Да и попали ли в него специально, это тоже очень большой вопрос. Один – это не система, два уже система, хотя бы два попадания, тогда будет о чем говорить. Это раз. Во-вторых, я на четвертой точке зрения стою. А зачем России уничтожать военкомат? Смотрите, с точки зрения военного, это же военная цель. По учебкам же бьют, бьют. Нет, это военная цель, но она же... скажем так, влияет очень опосредованно. В учебке военнослужащий, который уже пойман или пошел добровольцем, он уже в форме, он уже обучается воинскому делу настоящим образом или настоящему делу воинским образом. А в военкомате полно гражданских, женщины могут прийти на учет, становиться, сниматься, гражданские сотрудники и так далее, и так далее. Честно говоря, это такая история. Они обычно среди жилых домов, то есть целенаправленно бить по военкоматам. Очень трудно просчитать эффект прямой. Когда ты грохнул Искандером по голове военнослужащим, который в учебном центре, у тебя прямой эффект. Ты убрал какое-то количество солдат противника. Когда ты попал по военкомату, а вдруг украинская власть придумает более совершенные способы мобилизации не через ТЦК? Скрытые какие-нибудь военкоматы, там еще что-нибудь. Непонятные последствия. Никто во время войны старается не делать действий, последствия которых многообразны и не до конца просчитываемые.
вот чего там, как оно там и так далее. Ну, то есть Алексей Арестович голосует за последний вариант ответа. Это не Ну, да, нужно, скорее. это невыгодно. То есть пусификация, то, что происходит на улицах страны, это выгодно, да, то есть непосредственно в контексте противостояния. Друзья, голосуйте, в конце подведем итоги. Алексей Николаевич, начнем с, ну, такого самого яркого события сегодняшнего дня и отголосков последних дней. Это ситуация Россия-Азербайджан. Ох, как разошлись азербайджанские информационщики, да и силовики. В общем, сегодня приняли главного редактора и зама главного редактора, ну, такой есть медиа «Спутник», да, сказали, что это агенты ФСБ, и, собственно, посадили их в тот же бусик, задержали и увезли. Предшествовала этому ситуация с задержанием в Екатеринбурге представителей диаспоры азербайджанской. Я знаю, я начинаю с этого, потому что много писали вопросов, да, об этом. Да, что это означает в геополитическом смысле, что это, какие последствия может иметь, и как вы воспринимаете, ну вот, например, ситуацию с Азербайджаном, с Арменией, Российской Федерацией. Это что, подожгли подбрюшье России? Смотрите, здесь точно так же мало оснований для страшных геополитических выводов, покуда они не случились. Будут заявления первых лиц, какие-то масштабные действия, тогда будет понятно, куда это. А так в Екатеринбурге задержали армянскую, вернее, азербайджанскую клан какой-то, как написали, и двое задержанных умерли почему-то внезапно. Ну, вот Азербайджан ответил. Двое на двое. Пока все в паритете. Пока не задержаны там сотни азербайджанцев, никто не громит рынки, там, я не знаю, квартиры азербайджанцев в Москве, не выгоняет их и так далее. И массового выгона россиян и российских структур из Азербайджана тоже пока нет. Хотя, да, заявили о том, что понижают уровень, возможно, понизит уровень дипломатических договоренностей. Будет ли это использовано как повод для какой-то там страшной геополитической игры? Ну, давайте пофантазируем. Какой? По идее, Пашинян был в Турции. Шла речь о контурах возможного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Судьба Зангезурского коридора и прочее, прочее. У России на это особый взгляд на это у Ирана, который пользовался этим коридором для того, чтобы свои грузы перебрасывать, ну, завозить в Армению, а там далее, далее везде. И там эти 33 километра – это такие, ну, точка геополитического преткновения. Теперь два варианта. Пашинян договорился о том, что Азербайджан так, в том или ином варианте, транзитном, например, под совместным контролем, но как-то получает возможность пользоваться Зангезурским коридором, то есть он становится частью Транскаспийского коридора, который из Каспия все грузы, там, полученные из той же Центральной Азии, выводит в Турцию, дальше в Средиземноморский бассейн и Черноморский. Ну, зачем Азербайджану ссориться с Россией в таком варианте? Представим себе, что она активно этому противодействует, но вы начинаете ссориться, арестовывать там кого, дипломатов, ФСБшников, редакторов и так далее. Как это способствует заключению мирного договора? Это большой вопрос. Представим себе, что не договорились и под влиянием России. Тогда, возможно, что и есть способ отомстить, но это тоже недальновидно и очень не похоже на руководство Азербайджана, на его тактику там, и стратегию, которую он 20 лет показывал. 20 лет терпели и готовились, чтобы там победить в Карабахской войне, и вдруг такие импульсивные, непродуманные действия с непонятными, опять же, последствиями в ситуации, когда ее остался последний штрих, чтобы, последняя вишенка на торте, чтобы ее завершить успешно, получить этот самый Зангезурский коридор. Это очень не похоже на большую геополитику. Мне, конечно, уже позвонили все конспирологи всех времен и народов и рассказали, что, понимаешь, это очень сложная история. Сейчас как выйдут Англичанка стратегический гадит. разворот, да, это сейчас вот там, ты не представляешь, что там сейчас будет, что задумал Азербайджан. Я всегда на такие вещи отвечаю: допустим, хорошо. Мне сказали, вам сказали. Говорю, хорошо, да, замечательно. Вот сейчас мы посмотрим. Когда будут большие стратегические действия, а не большие стратегические разговоры, тогда и как бы будем говорить. Пока двое арестованных, двое умерших азербайджанцев и двое арестованных условных ФСБшника, ну, это всего лишь двое условных ФСБшника. Ну да, вы обратили внимание, что действительно 2 на Мгм. 2.
Ну, то есть Да. ситуация такая своеобразная, но тут же подключились условно и наши разные ломы. Смотрите, Кавказ, смотрите, там Ага. исламизация России, вот, Это исламофобия очередной России. фиолетовый луч, Саша. Так, сами у нас все плохо, россияне уже в Днепропетровской области, и по публикации по суммам самые безутешные, и там валится Юго-Западный фронт, и та юго-западная часть. Ну что, за что схватиться? И шахеды тут всюду летят. Вот, Азербайджан сейчас как обломает Россию, а 98% ее войск в Украине. А что же она сможет сделать? Да она ж явно проиграет. Да там еще как Турция сейчас подгребет. Только как бы такой деликатный вопрос, а зачем это все Азербайджану и Турции? И как, допустим, они взялись отбить Зангезурский коридор полностью? Более того, представим себе невероятно, захватить всю Армению. Зачем высылать российских дипломатов и понижать уровень дипломатических отношений? Как это влияет на что? На, на эту страшную стратегическую операцию. Наоборот, если ты хочешь страшную стратегическую операцию против кого-то, ты должен душить в объятиях и рассказывать, что у вас мир, дружба и договор о сотрудничестве. Любовь и, и полное взаимопонимание. Поэтому это будет очень по-восточному, это будет очень по-турецки, это будет по-азербайджански. Так делают мудрые люди. А потом, пока там они, как же, вот тут же была выставка картин, я не знаю, Репина, и Кубанский хор должен был петь. И вообще и спутник должен был расширять редакцию. А как-то внезапно, бац, и уже Зангезурский коридор оккупирован. Ну, так получилось. А когда ты снижаешь уровень дипломатических отношений, арестовываешь там каких-то людей, ссоришься, высылаешь, снижаешь градус, там, я не знаю, повышаешь градус ненависти до полноты, а потом идешь на военную операцию, так делают только идиоты. Ни азербайджанское, ни турецкое руководство на идиотов не похоже. Поэтому я бы разделил все эти страшные стратегирования, по крайней мере, пока они не проявились во всей полноте. И там инцидент, связанный с 2 на 2, условно говоря. Трагедии там 2 на 2, двое погибших азербайджанцев там, и динамикой, связанной с того, что там двоих арестовали и посадили, чтобы потом обменять, скорее всего. Тут вопрос вот в чем, что откуда это все берется. Берется это из двух источников. Это состенали российские военкоры. Да Баку такой же русский город, как Одесса. Мы сейчас там всем нам пушки покажем, как это на Азербайджан на место поставить. Потому что, короче, какого хрена они позволяют себе такие антиимперские выходки? Ну куда? Ну Азербайджан, ну остановитесь, так нельзя, мы же великая Россия. Правильно? И то же самое украинский фиолетовый луч, который заключается в том, что наши военные корреспонденты начали писать: все, новая Кавказская война. Молниеносный азербайджанско-турецкий удар рассечет Россию прямо от Баку до Мурманска. Поделит ее на части. А уж наши беспилотники и наша паутина, мы с ними как сейчас начнем взаимодействовать, как все начнет гореть от, я не знаю, от Финляндии до Владивостока, и дрогнет Россия, и посыпется. И мы проведем очередной форум деколонизации народа, возьмем денежки на Западе за это, такие идиоты за это платят, и как бы, да, и всех победим. Ну, это стандартная риторика. Если говорить о ситуации Мгм. внутри Украины, Мгм. мощнейший удар провели позапрошлой ночью. Прошлой ночью и сегодня утром тоже были удары. Мгм. Но кажется, что замазывали как могли последствия этого удара. Пилот, который отражал, сбил 7 целей, а 8-я прилетела в него. Удивительная история. Безуглая говорит, убили пилота. Но она говорит в каком плане? Что там, то есть дорогущая машина, выстраданные F-16, обученные, потому что хоть кто-то знал английский язык, мы помним эти все публикации, да, в западной прессе, пилоты садятся в эти дорогущие выстраданные, ну, дорогущие не в плане там, что это там верх какого-то как бы самолетостроения, а в принципе для Украины дорогой ценой доставшиеся F-16 и летят сбивать Герани, Герани-шахеды, которые стоят там 3, 5, ну может 7, если шибко модернизированная, $1000 за штуку. И вот их такая масса, что вот так получается. Вариантов с сбитием дружественным огнем ПВО украинским вначале рассматривали, но потом по первому, кстати, сокурснику вот погибшего Устименко, который вот сейчас пилот, погиб позавчера, Героя Украины Зеленский выписал,
нет итогов расследования. Ну вот сбивал цели, раз там, и вот так получилось. Но впервые, Алексей Николаевич, и тут тоже нужно отдельно подчеркнуть в этом эпизоде, впервые у нас произошел, ну, какой-то такой старый, добрый, вот мы долго с вами говорили, нет героев в этой войне. Нарисовали героя. Прям всем рассказали, что он сбивал цели. Одна попала в него. Самолет падал на город или населенный пункт, но он героически вывернул его ценой своей жизни, не успев катапультироваться. Давно таких историй я не видел и не слышал конкретно от украинской пропаганды, Банковой, офиса президента. Как-то даже подозрительно стало. Что скажете вы по поводу ударов, массированного удара позапрошлой ночью и конкретного этого эпизода? Ну, первое. Россия наращивает удары, потому что у нее есть ее ключ с тремя бороздками. Ключ к победе в Украине. Первое – это непрерывное давление на фронте. Напоминаю, что Россия ведет войну на истощение, и когда наши радуются, что они очень медленно идут к Краматорску, они не понимают, что цель России не прямо взять Краматорск, а вести такой тип войны, который перемалывает живую силу и технику противника. По очень простому рассуждению. Если не будет живой силы техники и противника, все, вопрос взятия всех городов – это вопрос там, дойти туда ногами и пешком доехать. Им нужно именно ослабление военной мощи, которая складывается из двух вещей – техника и материальная часть, и живая часть. Вот, они перемалывают то и другое. Второе – это дипломатическое давление, то есть вывод России из изоляции и заведение Украины в международную изоляцию. Ну, если сравнить Казанский форум и интенсивные контакты между Трампом и Путиным, и снижение уровня контактов Украины с США, ограничение американской помощи, то видим, что и здесь в России все хорошо. Потому что построено два контура. Россия добывает материальные ресурсы преимущественно сама, производя их с небольшой помощью. И живые ресурсы у нее полностью свои, тоже с небольшой помощью корейцев. Украина – живая сила своя, а вот материальные ресурсы почти целиком западные, по крайней мере, финансы на них, международных спонсоров. Теперь из этого российский способ войны снижает качество пехоты украинской, то есть человеческого материала, который попадает на поле боя. А в России идут добровольцы. У нас насильно мобилизируют. По этому контуру мы проигрываем. А по контуру материальной помощи, ну, выбит суперкластер в виде США. Или почти выбит. То есть Украина же без международной военной помощи банкрот. Она это недавно доказала, не оплатив там что-то там и так далее. Ну, и в принципе, понятно, что это все, график идет вниз, когда-то он пройдет нулевую точку. Поэтому и третья составляющая – это закошмаривание тыла массированными воздушными ударами. Российские возможности явно подскочили. Это там сотни, не будем говорить сколько, но сотни шахедов, гераней практически каждую ночь. Украина огромная страна. Территориально, технически прикрыть ее ПВО нереально абсолютно. Во-первых, нет столько ПВО, даже если все натовское ПВО сюда приедет. Во-вторых, что как бы это очень дорого. Шахеды сбивать зенитными ракетами. Поэтому нашли способ применения F-16 в качестве самолетов ПВО. У него есть такая роль в универсальной модификации, в некоторых модификациях и так далее. Мы не знаем точно, какие поставлены нам, но можем сказать, что и применяются, что основное применение F-16 – это не удары даже на поле боя, хотя и такие эпизоды были, российский Су-35 вроде как сбивали там и так далее, а именно задачи ПВО. И при решении этих задач погибает какой третий уже самолет подряд, там, второй или третий. F-16. Что неудивительно. Дело в том, что отражение такого воздушного налета ночью, когда в воздухе сотни целей, ведется интенсивнейший зенитный огонь, интенсивный. Действует несколько самолетов, которые это все сбивают, плюс отлетают ракеты ПВО. Это очень сложная, скажем так, воздушная обстановка, полный риск. Поэтому летчики, безусловно, героев заслужили. Я вам скажу, что подниматься в ночное небо там, где сотни целей, ну, десятки целей на подходе, мотаться с ними, да еще когда твоя собственная ПВО ведет огонь, зная, что предыдущий самолет завалили, как утверждает Марьяна, с дружественным огнем, надо таки иметь немножко яиц. А теперь учтите, что украинские летчики до войны имели очень мало налета. Часов, да. Часов, да. Тем более практики ночного отражения комбинированных атак воздушными целями. Это очень сложное действие, но невероятно сложное. И они учатся всему этому по ходу войны.
Ну, поверь, ну, там можно давать героев смело. То есть к летчикам никаких претензий. Они, когда уходят в ночное небо, это работа, ну, мягко говоря, надо иметь яйца. Это очень мягко говоря. Есть люди, которые боятся летать на самолетах, но или так даже, которые не боятся, более-менее опасаются. Ну, представьте себе, что у вас пассажирский самолет взлетает ночью в небо, где десятки целей, интенсивнейшая стрельба идет в воздухе снизу. Все эти цели, когда подбиваются, рвутся, там разлетаются множественные осколки, ты среди всего этого вынужден маневрировать и сам стрелять. А рядом такие же самолеты. Ну, поверьте, это удовольствие очень сильно ниже среднего. Поэтому то летчику дали героя справедливо. С моей точки зрения, это одна история. Теперь вторая история. Что из этого делает пропаганда? Все было бы хорошо, если бы не было фразы «отвел от мирного города». Почему? Потому что это очень старый советский мем. Еще песня была. Огромное небо, ла-ла-ла», там 60, еще 60-х годов. И оно стало расхожим мемом, который, ну как, таким вот азбукой пропаганды на уровне там дважды два четыре. И использовать его спустя 60 лет после того, как его придумали, и уже несколько раз за эту войну, для вот летчик как не падает, он отвел всегда от населенного пункта. Или направил во вражескую колонну. Практически нет вариантов. Это все штампы пропаганды еще Второй мировой войны. Гастелло, значит, навел во вражескую колонну, а нормальные летчики отводили своих этих сам. И фишка в том, что даже если это так, то чтобы не подрывать доверие к информационным сообщениям, нельзя использовать эти штампы. Или можно использовать один раз, а потом через год еще один раз. Поэтому я вполне допускаю, что данный конкретный летчик так и увел свой самолет от населенного пункта, но тогда надо это сообщать с оговорками. Да, несмотря на то, что это является довольно избитым штампом, действительно произошло так, летчик герой и так далее, и прочее. Прямо так и писать. Тогда это будет нормальная коммуникация. Но кто там, скажите, умеет эту нормальную коммуникацию? Поэтому мы не знаем, отвел или не отвел. Мы знаем, что был использован штамп, и это очень низкое качество коммуникации. Поэтому разделим. Летчик молодец, герой, царствие небесное. А штамп есть штамп. Это неграмотная коммуникация, очень неграмотная. Кто там, повитренные силы или генеральный штаб, неважно. И там звезд неба не хватает, коммуникаторы, поверьте. Дочурели Буквально там. Это видно и так. Буквально, ну вот по поводу тоже коммуникации. Ну это Мгм. же действительно раздергивание психоэмоциональное людей, которые следят за линией фронта, переживают, например, ну там родные, знакомые, друзья, близкие на передовой, примерно понимают, в каком направлении, все следят, все интересуются. Днепропетровскую область. Так зашли или не зашли? То есть у нас утром зашли, вечером опровержения нет, никто никуда не зашел. А, Вообще ситуация такая очень интересная в отношении поля боя. Давайте вот обсудим его и потом уйдем на политику и что с этим делать. Я прежде всего хочу вот именно и конкретно начать вот с этого направления. Алексей Николаевич, ну это же, ну прям интереснейшие вещи происходят. Значит, мы видим вот ну, вот такую вот интересную петлю, да, вот прям у границ. Ну, имеется в виду Искра, а вот здесь Зирка, Ялта, Мгм. Запорожье. И тут как бы огибающие удары, действительно большие, действительно серьезные. Ну и немножко южнее здесь то же самое. Зеленое поле, вот на стыке трех областей, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской. Так в Днепропетровской области есть или нет? Картам Deep State уже не верят. Ну и выше туда Котляровка и так далее, там удачная. Что скажете вы, насколько правильно, уже второй раз на моей памяти объявляют, что воюют, а потом говорят, что ой, нет, ну то есть ничего нет. Насколько это Ну, верифицировано все? я не знаю, есть ли они там или нет. Я хочу сказать о другом. А вот эти вот опровержения, равно как и утверждения, они про что? Они же не про что. То Как есть про это что? Про то, что мы теряем территории. это само собой, так мы и так их теряем. Это же очевидно.
Мы теряем их каждый день, там, квадратные километры, десятки квадратных километров. И пусть это немножко, но понемножку. Но суть не в потере территории. Мы же говорили в начале передачи, я повторюсь еще раз, суть в перемалывании живой силы и техники нашей. Территории, которые некому будет защищать, когда треснет где-то фронт, а россияне просто пройдут ногами без стрельбы. Это принципиально другой предмет работы военной машины российской. Поэтому, когда мы говорим о территориях, в значительной степени это подмена. Второе – это попытка заколдовывать словами. Дипстейт сообщает, да, вот захватили, вот у нас достоверные данные от бригад, от местности зашли. Выходит спикер и говорит, нет, не захватили, не беспокойтесь. Этот же спикер не говорит правды, что не захватили сегодня, захватят через 3 дня. Зайдут. Это же очевидно, это же вопрос дней, когда они там окажутся. То есть у нас первая подмена реального предмета, о котором надо думать. Вот если бы человеческие потери или потери в технике озвучивались, тогда другое дело. Второе. Вот эта попытка заколдовывания словами, то есть, опять же, неграмотная коммуникация, в основе которой лежит политическая составляющая, не докладывать никогда о поражениях, только об успехах. И третье. Если россияне действительно важное символическое значение, потому что если россияне таки зашли в Днепропетровскую область, это означает, что область войны, которая за 11 лет не была тронута войны, наконец-то, в кавычках для россиян, без кавычек, стала предметом чего? Боевых действий, ведения. Но тогда это делается не так. Когда будут получены... Это большое символическое значение. Это вот там тронули сердцевину страны, которую никогда не трогали. Это вот враг стремится к Днепру и прочее, прочее. Но это же надо делать, когда, например, происходит... Когда символические вехи отмечаются символическими же вещами. Когда над первым населенным пунктом Днепропетровской области, верифицированным, ставится там, например, российский флаг. Когда это никто не может оспаривать, когда спикер может не выйти и не сказать, так случайно получилось, они все врут и так далее, и так далее. Тогда да, тогда в копилку символического капитала записывается символическое поражение для украинской стороны. Вот они в Днепропетровской области уже. А теперь, внимание, встречный вопрос. Политика Российской Федерации в отношении Украины предполагает захват Днепропетровской области на данном этапе? Целей таких не было. Чего они туда пойдут? Ну, а даже если они пойдут, будут ли они развивать наступление в глубину? А даже если будут развивать наступление в глубину, возникает вопрос. Им нужна сама Днепропетровская область, либо охват с загибанием к югу для того, чтобы зайти в тыл нашей запорожской группировки. Это единственная разумная цель захода в Днепропетровскую область, если ее нет в списке политических целей. Запорожская есть. То есть это охват с севера нашей Днепропетровской группировки, нашей запорожской группировки, пересечение коммуникаций, создание угрозы и создание котла, из которого мы выйдем. Все. Естественно, если они возьмут, они отдавать не будут, разве что обменяют это на переговорах, но я не думаю, что прямой захват Днепропетровской области является их целью на данном этапе. Поэтому, видите, пока работает пропаганда российско-украинская одинаково топорно, мы с вами вынуждены отделять овец от козлища и зерна от плевел. Вот в этом значении надо понимать. Я предлагаю беспокоиться начинать, когда поставят флаг над первым населенным пунктом Днепропетровской области. И это будет верифицировано. А борьба словес, мы знаем. Летчик отвел машину от города. Враг не вошел в Днепропетровскую область. Сумская оборона крепка, как никогда. Мы ее остановили. Враг получил по зубам и никуда не продвинется. Но почему-то село, ближайшее к Сумам, обстреляно ствольной артиллерией. То есть противник уже где-то близковато, правильно? Да, но сейчас мы про Сумы поговорим, это отдельно, там Зеленский сегодня. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, уж коли карта открыта. Вот этот, казалось бы, да, вот все же видим карту, да, все видят карту. Но это же какой-то просто, смотрите, какое все маленькое, смотрите, какая большая страна, и вот здесь маленький, но это целый вырисовывается очень перспективный плацдарм. Каменская, но то, которое в Запорожской области. Значит, здесь речку форсировали, и непосредственно, да. Вот, кстати, смотрите, вот это хороший показатель. Хорошая в кавычках. Хорошая для анализа. И очень нехорошая для украинской стороны. Вот двуречная севернее Купинска. Так мимоходом сказали, да, россияне уже бои за двуречную ведут и прошли ее и так далее. Это же не просто. Это они с низкого берега форсировали на высокий. На секундочку. Потому что они все форсирование рек это с низкого на высокий. Тут они форсировали еще одну речку, а это означает, что украинская оборона не удержала естественный рубеж
где сам Бог велел стоять и курить бамбук, потому что противнику проходить естественные рубежи очень сложно. Первая ли это потеря естественного рубежа и переход противника на другую сторону? Нет. Вот это как раз и есть практическим и очень важным показателем качества украинской обороны. Потому что в норме подготовленные войска, снабженные, обеспеченные, всесторонне, нормально управляемые, не дают противнику форсировать естественные рубежи. Их очень легко оборонять. Получается, что преимущество противника или недостатки с нашей стороны таковы, что на дистанции в 800 хороших километрах Купин, Запорожье, Каменское дважды форсировали реку вражеские войска, и что пересекают уже, там, создали маленький плацдарм и пытаются его развивать. Вот это показатель. Не заход в Днепропетровскую область по суходолу, а форсирование естественных рубежей, причем на разных участках театра. На разных театрах. Где Луганская область, Харьковская, вернее, а где Запорожская. Вот это показатель, да. Это показатель, что с обороной, мягко говоря, все очень сложно. Второй показатель – это начертание самой карты. Вот то, что вы показывали в начале, Мгм. там где такие мини-котлы. Да. Прорывы по флангам – это тоже показывает, что есть подразделения, которые стоят, а их соседи не тянут. То есть в целом оборона страдает о рядом выраженных недостатках, позволяющих противнику обходить некоторые подразделения, соединения, участки обороны, районы обороны по флангам, создавать мини-окружение и продвигаться вглубь. Это показатель очень низкого качества обороны. Значит, скорее всего, недостаток живой силы, техники, средств обеспечения, плохое управление. И когда нам Сырский говорит, смотрите, мы сейчас создали корпусную систему, уже как перейдем в контрнаступление – а несчастные журналисты, ничего не понимающие в военном деле, кивают головой и говорят: о да, контрнаступление, корпуса и так далее, то я позволю себе их немного огорчить. То, что видно сейчас на карте, не корпуса там или не корпуса там командуют, поверьте мне, неважно, корпуса или не корпуса, это показатель острого неблагополучия для обороняющейся стороны, подобное начертание линии фронта. Я прозрел, Это когда оборона, это значит, оборона приобретает очаговый характер. Я Прорывы по прозрел, флангам. когда в эфире телеканала «Киев» военный Мгм. эксперт, который комментирует, понятно, все подряд военное, формат такой, что поделать. Тут даже не в этим вопросам, не по этому вопросу даже какие-то, мои эмоции, обалдевания. Окопы не нужны. Говорит, это моя личная точка зрения. Вся пехота в лисьих норах. Окопы некому там ни русских нет в русских окопах, ни украинцев нет в украинских окопах. Не-не-не, все по лисьим норам, потому что, видите ли, специфика войны такая. Летят дроны, там дроны прошли, не прошли, роботы везде, вкалывают роботы, да, то есть, как в песне про электроника. А мы такие сидим всем тылом, люди малосведущие, да, в этом всем. Погодите, так а если они не нужны, их там содержать сложно, там, поддерживать, убирать, защищать, линию обороны, да, так а куда вбухали деньги? Хорошо, ладно, деньги. А как тогда защищаться? По лисьим норам солдатам по одному-два человека зарываться куда-нибудь, да, и выкапывать себе вот эти типа укрепы. И это он говорит о Сумском направлении. То, которое там, вот как вы выразились, Зеленский сегодня вышел и сказал, дали по зубам, всех остановили, у россиян все провалилось. Давайте разделим опять, проясним и разделим. Первое, чтобы понять, что он говорил, надо все выступление его слышать. Я не слышал, поэтому не вижу контекста. А обсуждать отдельно вырванные фразы не хочу. Второе. Лисья нора – это само по себе окоп. Это тоже окоп, просто одиночный. Третье, да, характер боевых действий в связи с развитием основного средства поражения дронов меняется. Очень быстро, раз в несколько месяцев полностью меняется характер того, что происходит на поле боя. Или почти полностью. И вполне возможно, что сегодня это там очаговая оборона на лисьих норах. Это отдельная история. Но это никак не имеет отношения к оправданию, а возможно это была попытка оправдания, расстрельный марафон, того, что не были построены стратегические укрепления, которые что?
на которые выделялись средства в той же Сумской области. Расставить вот эти вот вокруг там какой-то заправки лежащие драконьи зубы, зубы дракона, не мешало же, да, наличие лисьих нор и так далее. Это для того, чтобы техника не прошла. Или там борьба между лисьими норами и окопами. Средства выделены, фортификации не реализованы. Нам рассказывают, что они, да, они не нужны, тогда верните средства. Все же очень просто. И перенаправьте их на производство тех же дронов. Где средства? Поэтому это замыливание. Какого-то парня выпустили, он там сказал об этом, вынужден был сказать или сказал от чистого сердца. Но как оправдание отсутствия этого самого, это очень плохо. Кроме того, надо понимать, чтобы наши зрители понимали. Дело не в окопах. Есть такая штука, которая называется район обороны. Район обороны строится на фортификационных сооружениях, простейший из которых окоп для стрельбы змей, как это, для змеи лежа, вот, или для стрельбы стоя с коня. Неважно. Есть что? С использованием естественных препятствий, масок местности, укрытий, населенных пунктов, капитальных, некапитальных строений, труб подземных, через которые россияне ходят и так далее. Выстраивается район обороны. Район обороны – это прежде всего система огня. И даже если эта система огня в основном состоит из дронов, то что дронщикам нужно подъехать к полю боя, развернуть базовую станцию, отработать и уйти. В случае поражения эвакуацию обеспечить. Это все тоже система обороны. Вернее, это тоже часть района обороны. Это огневые позиции FPV, так называемые, или базовые. Они тоже, где попало, не располагаются. Они должны быть минимально обеспечены. Система эвакуации, дорог, проверенные саперами дороги, там подвешенные сетки, пересетки, прикрытые за обратными скатами высоты, прочее, прочее, чтобы могла доехать. Там просеки вырубленные сейчас по зеленому времени в лесах. Это все инженерные работы в районе обороны. Фортификации может быть минимум, если данный конкретно район обороны предполагает минимум фортификации. Например, опора на естественное препятствие. Но, например, могут быть заграждения, инженерные заграждения, либо минно-взрывные заграждения. Вот можно задать вопрос, а что вы там наминировали? Все равно же российская пехота ножками идет. Зеленский подписал выход из Оттавской конвенции. Мы теперь Зачем? снова радоваться минировать, ну, потому что использовать противопехотные мины можно для инженерного обеспечения районов обороны. И сослались на что? Вон Прибалты, Финляндия, Польша там минируют свои границы, а мы ведем боевые действия на своей территории и не минируем. Россияне минируют, они используют около 7 где-то видов противопехотных мин, а мы не используем вообще никаких. И уж там, где заминировали россияне, это все равно районы, очень долго не приспособленные к нормальной жизни и ведению сельского хозяйства, можно минировать. В данном случае это удачный ход. Но тогда давайте спросим себя, например, какая-нибудь специальная комиссия при Ставке, или ДБР, или служба безопасности, например, военная контрразведка, задалась бы вопросом по Сумской области, а как и какие минно-взрывные заграждения вы устраивали? Что мины сами по себе – это плохая история. Там, опять же, все заграждения должны быть комплексные. Например, спираль, потом мины. Потом этот участок должен быть пристрелен огнем. Туда должны быть наведены дроны и так далее, и так далее. Создан нормальный киллбокс какой-нибудь там и так далее. Поэтому это очень много работы, очень много планирования, очень много конкретных работ, даже если не выкопан конкретный окоп. Например, обеспечение движения на дорогах, приоритет военным грузам. Днем, ночью маскировка, железнодорожная и так далее. Это все огромные деньги. Это все входит в понятие подготовки района обороны, которое в Сумской области, к сожалению, не произошло. И когда это по перечню работ, это может быть около 40 видов разных работ создания района обороны. И когда нам говорят, не сделан только один невыкопанный конкретный окопы, всегда можно спросить, а 39 остальных как? По Алексей которым явно было Николаевич, планирование, выделялись денежки и так далее. Это просто люди не понимают, не знают. Они хватаются за то, что им подсовывают. В данном случае, когда им говорят, выскажись на эту тему, хотя у человека могут быть самые искренние намерения, он сказал свою истинную точку зрения. А гражданские, которые это все слышат, они понимают, что их обманывают. Но они не понимают, где и на чем. Ну, вот я могу рассказать, где и на чем. Ну, вот представьте себе, что вы приехали на СТО с конкретно битой машиной. Выбитые стекла, не дай бог, там покорежен бок, вырвано пол бензобака, я не знаю, труба, выхлопная труба волочится. И вам говорят, ну, дорогой, это стоит там $7000. Вы нашкребали где-то $7000, и вам потом предъявляют эту машину, у которой подкачано правое заднее колесо. И говорят, мы все выполнили, все.
Работы все сделаны. Вот это примерно то же самое, что похоже произошло в Сумской области, и не только в Сумской. Поэтому, когда не выкопаны окопы, и, это, и как это эзотерическая, диалектическая, историческая борьба лисьих нор с окопами, это накачивание спора, накачивание правого колеса наполовину разнесенной машины. Я уточню. Вот эта конвенция, из которой вышла Украина о противопехотных минах, это, ну опять-таки, это, если попытаться логически подумать, это означает, что никто никакие территории возвращать не собирается. Наступления не будет, наоборот, все засыпят минами, чтобы удержать то, что есть. Ну, как бы, ну, во-первых, противопехотные мины проще снимать. То есть, если уже да, стоит. Во-вторых, они, мягко говоря, многие виды недолговечны, вплоть до самоликвидации. Это большущая проблема. Вообще проблема разминирования – это тяжелейшая проблема, потому что мы в Минском ТКГ, в Минской группе еще до Большой войны считали, сколько понадобится на разминирование территории Украины. Так вот, подсчет был такой: если собрать все саперные подразделения всех армий Европы и кинуть на разминирование Донбасса, тогда уже только Донбасса, только той линии фронта, то понадобится 40 лет. Ну, если по всей науке производить. Понятно, что большинство мин не выживает 40 лет, но объем работ примерно понятно. Что сейчас творится, количество неразорвавшихся боеприпасов – это, поверьте, надолго. С другой стороны, мы знаем, что Советский Союз произвел эти работы, например, да, после Второй мировой войны в кратчайшие сроки. Растаскивание боевой техники с полей и там разминирование боеприпасов. Это все можно делать, это называется особый период после войны. Именно поэтому армия не сразу возвращается в казармы. И среди множества работ, которые она производит, одно разминирование занимает обеспечение этих районов, закрытие районов. Это целая история. Но вы совершенно правы, поймав на противоречие страшной рассказки про что? Про контрнаступление и выход из конвенции. Потому что когда выходят из международной конвенции по виду вооружений, которые носят исключительно оборонный характер, это много говорит о политических целях и об обещаниях наступления. Конечно, можно проделать проходы в минных полях. Это святая часть подготовки наступления и святая работа саперов и командования. Но в целом сигнал потужный, как и все у нас. Это точно. Насчет потужности. Сегодня многие высказываются о перспективах переговоров. Песков говорит, их нет, то есть мы не понимаем, будет, когда будет следующий раунд Стамбула. Вышел Келлог буквально во время нашего эфира, ну у них там утро или там светло, они проснулись. Келлог. Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров, оруэлловские. Российские заявления о том, что США и Украина тормозят мирные переговоры, не обоснованы. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения войны. Россия не может продолжать тянуть время, пока она бомбит гражданские объекты в Киеве. Это цитата из его соцсети Кита Келлога. Складывается впечатление, что вообще никакого нет варианта возобновить, и ладно возобновить, третий раунд начать, чтобы к чему-то дельному он привел. Зеленский демонстрирует, что он не будет уступать ни в каких пунктах, ну и Россия тоже. Смотрите, никакие переговоры не имеют значения до окончания летнего-осеннего периода боевых действий. После них будет понятно, собственно говоря, откуда мы стартуем. Протокольные переговоры велись и могут вестись, они и ведутся, потому что пленные освобождаются и телами обмениваются. Это протокольная часть. Ведутся негласные переговоры, то есть консультации. Могу вам сказать, они никогда не прерывались ни на один день войны, начиная с 24 февраля 2022 года. А второе, протокольное, да, там вот Стамбул, то все, 5-10. Обе стороны используют это как предмет для информационной войны. И бедная несчастная администрация Трампа, который споткнулся не только о Путина, а даже о Зеленского, и ничего с этим не может сделать, вынуждена делать хорошую мину при плохой игре, иначе их спросят налогоплательщики: слушайте, вы летаете бесконечно туда-сюда на этих бизнес-джетах. Это обходится казне в большие деньги. Чего вы там добились? Ну как, вот у нас прогресс там и так далее, и так далее. Трамп же точно такой же, у него же тоже установка, где Трамп, там победа. Там не может быть поражения. Поэтому, конечно, всегда есть либо минимальный прогресс, либо большой прогресс и так далее. Все это не имеет никакого значения до октября-ноября, когда вытормозится летнее-осеннее наступление, и по переговорам будут смотреть. Варианты тут такие. Россияне захватили что-нибудь большое и куда-то основательно продвинулись. Например, взяли Запорожье.
и Сумы, как вариант. Краматорск и Славянск. Или Краматорск и Славянск отдельно и так далее. Или обложили там уже бои в окружении и так далее. Это один разговор. Взятие крупного города – это существенное продвижение. Захват всей Донецкой или, например, Запорожской области или частично Донецкой. Сильное продвижение – это сильный удар, символически содержательный. Возникают снова вопросы о целях и смыслах этой войны, о жертвах, которые мы несем и так далее, и так далее. Это один старт для переговоров. Есть надежда, что украинская сторона поскромнеет, хотя тоже я очень сильно сомневаюсь. Теперь второе. Они не очень продвинулись. Но тогда украинская сторона надувается, там Зеленский говорит, так они же вообще продвинуться не могут, несчастечко. Что нам им уступать, какие переговоры? Вот как бы вариант. Это по земле. Кроме того, ведется же военная воздушная кампания. И я думаю, что до осени результаты воздушной кампании так всех сильно обрадуют, от киевлян до львовян, что это тоже станет весьма существенным фактом. Кроме того, неизвестно, что будет с американской и вообще западной поддержкой. Но Европа будет поддерживать, но ее поддержки недостаточно. Каковы будут к этому моменту возможности Украины продолжать быть финансово состоятельной в деле там, поддержания бюджета? Как будет спланирован бюджет на следующий год осенью? Что у нас будет с материальной живой силой к этому моменту и нашей способностью сопротивляться? Это все неизвестные. Мы не знаем ответа на этот вопрос. Есть только предположение. Поэтому, сколько бы ни говорили о переговорах, о прорывах, об обмене тел, там, о возвращении пленных, каждый пленного, который вернули, это большая удача. Каждое тело, которое вернули, это важная вещь. Но, как, скажем так, к геополитическому содержанию этого конфликта имеющее крайне малое отношение. Да, друзья, мы в прямом эфире сообщают, что мониторинговые паблики сообщают, что в направлении Крыма запущены ракеты Storm Shadow. Это вот прямо сейчас, так сказать, вживую, все живьем. Ну вот, это вам показывает, что разговор о том, что на запорожском направлении концентрируются российские силы и средства, да, потому что пытаются выбивать базу снабжения и обеспечения, а в Крым это и есть тыловая зона для запорожской группировки. Основной тыловой район. Поэтому понятно, почему пошла интенсивная работа по Крыму. Вчера выносили радары, позавчера локаторы там ПВО, эти батареи С-300 и 400. Сегодня какие-то цели, очевидно, это склады. Еще там какая-то концентрация боеприпасов. Идет нормальная военная деятельность, с этим все понятно. Для нас это ничего не меняет. Современная война, никакие разовые акции не дают никакого крупного успеха, в том числе операция «Паутина», а только постепенное накопление потерь на конкретном участке, районе и так далее может оказаться серьезным. Это месяцы. Это месяцы. Поэтому если сейчас мы очень удачно, украинцы попадут там по какому-то складу и все страшно взорвется, то даже это ничего, по большому счету, не отменит, не сорвет запорожское наступление. Ну, может, замедлит какие-то темпы, может быть, там, да, перенесет дату. Но итог – это будет столкновение на земле, борьба за изоляцию Украины от международной помощи в дипломатии и результаты воздушной кампании, которые, впрочем, тоже неизвестны пока еще. Поэтому серьезный разговор к чему про переговоры как таковые, настоящие, это октябрь-ноябрь. Раз. Второе. Ну, если чудо не случится, надо же ставить всегда 2% на чудо. Вторая история, о чем разговаривать. Путин сказал, что мы за переговоры, мы их поддерживаем, хотя позиции сторон чего? Диаметрально противоположные. Как говорит в ваших эфирах Паша Щелин, он дает всегда специальный принцип для развлечения. Он говорит, переговоры возможны реальные, когда совпадают минимальные позиции сторон. Минимальные. А там дальше кто чего выторгает. Так вот, минимальные позиции сторон принципиально различаются. Нет предмета переговоров. То есть мы, украинцы и россияне говорят о разном в принципе. То есть они нигде никак не сходятся. Единственное, на чем они могут сойтись, это временное прекращение огня, но это инструмент, а не самоцель для достижения каких-то последующих целей. А каких? Последующие цели не совпадают. Поэтому Ну, переговоры – это понятно, то есть... призрак. Это делают комплимент администрации Байдена, вернее, Трампа, который пытается изобразить переговоры, и поэтому вот убейте, дайте ему эти переговоры. Поэтому Путин делает ему комплименты, и Зеленский делает ему комплименты, прекрасно понимает, что это ничем не кончится, все определится на земле и в воздухе в ближайшее время. Ну, понятно, то есть тут даже, если так брать образно, да, ну вот, прекращение огня, окей, завтра прекращение огня, начинается вывод войск с тех территорий, которые там скажет Россия. На это же никто никогда не пойдет. То Нет, есть, конечно.
Максимум, что может быть, это сжигая жизни солдат, договорившись героически отступать. Ну вот, но героически, но отступать до Ну, каких-то рубежей. идея же какая, что эта война все больше становится войной Трампа, он несет за нее персональную ответственность, и поскольку он не захочет Афганистан, он рано или поздно будет вынужден помогать. Кстати, вот этот был саммит НАТО в Гааге, и злые языки утверждают, злые добрые языки, утверждают, что вот эта фраза Трампа, что он в Украине все серьезно и надо активизироваться, говорит, что в его администрации часть его окружения рассматривает вариант легкого иранского, вернее, успеха по иранскому варианту, передать Украине такое вооружение и так, чтобы она могла нанести по России ряд чувствительных ударов, которые заставят Россию, покажут России перспективу и заставят изменить ее позицию, особенно если они будут прокомментированы американским руководством в стиле «смотрите, как вам больно, мы дадим еще». Трамп пока решение не принял, ну, плюс санкции, которые Грэм анонсирует там, и так далее. Но я хочу заранее об этом высказаться, если хотите. Представим себе, что рухнул завтра Крымский мост и уничтожена вся стратегическая авиация России. И большая дырка в Кремле, пробитая каким-то неизвестным оружием. И что? Россия была в куда худшем положении в течение этой войны. Апрель 22 года – позор на весь мир, изоляция. Лучшие союзники отвернулись. Народ бежит из России. Все осуждают экспорт. Что? Прерван. Китай даже не мог, так подтрунивая смотрит на все это. Обеспечивать производство вооружений и военной техники крайне тяжело. Мобилизации нет. Российские силы в меньшинстве ушли с севера. Харьковская операция, Херсонская операция, то все, пятое, десятое. И что? Они, сжав зубы, проводят мобилизацию, выравнивают фронт и постепенно, очень медленно начинают принимать стратегические решения, в том числе по перестройке своей экономики и промышленности, ряд действий по выходу из международной изоляции, закупка серого флота и так далее. То есть они предпринимают стратегические решения, которые позволяют переложить рычаг, очень медленно переложить в свою пользу. И Казанский саммит стал кульминацией. У россиян есть геополитическое оружие, называется длинная воля. Длинная организованная воля. Об уровне этой организации можно спорить, они сами очень много жалуются. Но это вот ровно тот случай, когда порядок бьет класс. Украинского государства нет, оно не участвует в войне. Есть классы, есть группа захвативших власть лиц, которые совпадают в резонансе с несколькими миллионами населения, которые верят, что Россия идет их уничтожить, и как-то там борются. Есть люди, которых поймали и отправили на фронт, они вынуждены бороться. Есть люди, которые сидят под давлением пропаганды, но большая часть старается украинцев не принимать участие в этой войне. 6 миллионов мужчин не обновили свои данные. Как бы да, в России к этой войне относятся иначе. Украина священная рана России. Не будет ни одной игры в одни ворота с Западом. Правильно? Для них это принципиальное сакральное дело. Теперь вопрос. У одних это сакральное дело. 30 тысяч добровольцев в военкоматы каждый день. Вернее, каждый месяц. Плюс перестроена военная промышленность. Вышли из изоляции. Плюс растет количество дронов, шахедов. Не ослабевает давление на фронте. А другие не строят укрепления. Насильно мобилизируют людей. Так ведут международную политику, что остаются без международной помощи. Ну, долго эта гонка может продолжаться. И сидят на финансовой помощи Запада. Ну, как когда-то она закончится. Правильно? Так Когда-то никогда не она закончится. Ну, слушайте, закончится. ну приехал министр иностранных дел Вудефуль этот, да, Вадефуль, приехал новый, да, говорит, когда-нибудь Украина будет в НАТО. Все. То есть был же саммит вот недавно НАТО. Вычеркнули вообще, убрали там под лавку, под плинтус загнали. Формулировки это никто ничего вообще не говорил. Зеленский так походил, повстречался, Трампу фотографии показал с погибшими телами и все. Но проходит время, приезжает министр и вот выдает. Если Россия там думает, что мы остановимся, мы не остановимся. А Зеленский его говорит, а вы повлияйте как-то на Будапешт, потому что это вот распоясались они, да, Словакия и Венгры, блокируют там санкции, не дают нам вот это вот, так сказать, давить на Россию. Те говорят, да, хорошо, попробуем повлиять. То есть абсолютно такое ощущение, что параллельная реальность какая-то. Да. При Трампе все его целовали взад, вылизывали, как могли, папочкой называли.
да, Трамп, как кот из дома, мыши в пляс называется, понимаете? И тут приезжает министр, и вот это вот все. То есть, понимаете, эта песня кажется вечной. Смотрите, это же все очень просто. Если эта песня будет вечной, то мы знаем, что будет. Россия готова воевать 21 год, она это сказала, и она будет это делать. А что будет с Украиной? Ну, начнется призыв студентов. Вы видели, да, какие движения произошли? Все студенты, оказывается, теперь будут проходить базовую подготовку и сразу считаться военнообязанными по факту ее прохождения. Да, там написано с 1 по 4 курс, но вы же понимаете, что создать ректору условия, когда он создаст условия студентам, что они в первый же курс будут проходить, это не так сложно. Это моб-потенциал. Потом выясняется, что 20% студентов мужского пола не сдали зачеты. И вот им одновременно с вручением выходного листа уже стоит добрый дядя из ТЦК и предлагает, расписывает прелести службы по контракту. А не по контракту у нас есть симпатичный микроавтобус. Вот там, вот, пожалуйста, последуйте. Вот там 40 тысяч набрали. Там, грубо говоря, 20% от студенчества передового. И это много, это целый армейский корпус. Но есть нюанс. В России такое же количество людей каждый месяц приходит в военкоматы. Потом дойдет до женщин. Им скажут, девочки, ну, смотрите, тыловые должности, это так классно. Ты в ЗСУ, у тебя зарплата, ты героиня, родине надо помочь, мальчики должны уйти в посадки. А вот тыловые должности, что вам там грозит? Вы на складе, вы там где-то на пунктах Как что, управления, где-то в шахеды, центрах логистики. ракеты? И тут, Ну, ну, они говорят, так подождите, Искандеры же прилетают прямо в склады. Я говорю, ну, это уже часть работы военной, надо уже как-то понимать, что этот самый, что да, все рискуют, и мальчики, и девочки, все дружненько рискуют, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, да, ну вот. И это кончится не сейчас, но там через 3 года, например, закончится. Когда украинцы физически закончатся, желающие воевать, к примеру. Если хотят воевать дальше, сценарий понятен. Я думаю, где-то на женской мобилизации это и поломается. мне кажется, что мы чего-то не знаем. Потому что, ну вот так ощущение есть такое. Я не могу там подтвердить, но только по косвенным признакам. Внезапно Стефанчук заговорил о выборах. Это было нечто. Значит, ну, во-первых, выборы, он говорит, готовим закон, будем принимать, в общем, ну, понятно, что в условиях мирного, конечно, времени, но почему-то в одном ответе, в одном же там посыле про этот закон говорит, а тут, когда поднимут самолеты, бомбардировщики, россияне пойдут атаковать участки, да, то есть, а мы же хотим, чтобы все в Украине проголосовали, и военные голоса, все должны проголосовать, и за границей обеспечить условия, а тут поднимаются, а мы должны сделать так, чтобы вот эта тревога, ну вот не помешала волеизъявлению граждан. И мы, знаете, приходим к выводу, что, погодите, а тут немножко начинаешь немножко складывать пазлики, а там же Сырского хотят менять, Умерова хотят менять, Безуглая, которую мы упоминали, вообще говорит, я уйду в оппозицию, если Умерова и Сырского не поменяют. Ну, почему? Потому что Шмыгаля будут менять, соответственно, ключевые должности будут менять. И приходишь к умозаключению, а не прячет ли Зеленский концы в воду своих, тех проверенных, с которыми все как бы мутил, меняет на других, чтобы на них повесить все провалы, а сам тихонечко в лес выборов уйдет. Да нет, он наоборот, он ставит еще более своих, судя по списку нового правительства. Вот та же Юлия Свириденко как бы, ну, более некуда, чем своя. Более своей трудно найти и так далее. Дело не в этом. Ну хорошо, провели выборы, что это меняет? Он же может провести их только для того, чтобы с надеждой победить. Он победил, ушел на следующий срок, и война продолжается точно так же, как и дальше, потому что он не будет ее останавливать. Это не в его интересах абсолютно. Поэтому с выборами или без выборов она продолжается. Если будут выборы, будет еще хуже. Он формально перелегитимизируется и, пожалуйста, да, как бы получит новое право. А все поймут, что это опять надолго, все международное сообщество, и в Украине поймут, и пошло-поехало. С выборами или без выборов. Выборы не имеют никакого значения. Если вы думаете, что в условиях выборы, проведенные в условиях военного времени, способны снять Зеленского и поставить кого-то другого, вы очень сильно ошибаетесь. Но с другой стороны, давайте обсудим вот прям по пунктам. Это прям очень интересно. Вообще есть такая, ну это мне говорили из кулуаров, там, да, вот есть, ну как бы люди сведущие, есть такой
запрет некий, да, ну вот среди вот этой провластной, блогерской тусовки, спикерской тусовки, говорить вообще о выборах и эту тему поднимать. Всем сказали цыц, и все в сторону. И даже соцслужбы, они как бы вот не проводят их. Но если социологам дать деньги, то они проводят все, что угодно. И вышел очень интересный социологический опрос за июнь 2025 года. Это социс и барометр. Значит, вот такие результаты. Что вы как бы чувствуете по отношению к власти? Ну, вот буквально 3 пункта. 46% и 0,7 разочарование, надежду 26,6%, стыд 20,4%, злость почти 17%, сочувствие 15%. Ну и дальше остальные другие эмоции. Интересно. И по поводу вопроса, нужны ли выборы. Если переговоры закончатся временным прекращением боевых действий и завершением военного положения, то, ну, понятные условности, да, то есть мы можем по-разному раздвигать эти рамки, но тем не менее. В общем, нужно ли проводить выборы в Украине? Ну вот вам и, пожалуйста, 57,6% говорят, да, нужно. Нужно проводить только местные, 4%, чуть больше. 33% нет, надо отложить на определенное время. Ну и там 5% не поняли, как ответить. Ну и чтобы, собственно, вот эти два момента, ну, я знаю, что Алексей Николаевич оценит, да, вопрос по этой социологии. Потрясающая просто история. За кого? За кого вы? Ну, понятно, да? То есть Зеленский, да, рейтинг всех, имитация выборов тех, кто определился. Вы видите на экране. Значит, Зеленский среди тех, кто определился, 30, почти 1%. Залужный среди тех, кто определился, 27,7. Не могли пропустить в этом показателе никого вперед. Ну и дальше набор кандидатов. Порошенко, Разумков, Буданов, Белецкий, Тимошенко, Прокопенко, Редис, Притула, Бойко, Гончаренко, Кличко. И очень интересно, за другого кандидата, там 5%, да, и 25% людей не определились. Ну и вишенка на торте этого исследования. Если второй тур выборов президента, и там Залужный и Зеленский. Среди всех Залужный 41,4, Зеленский 27. Среди тех, кто определился, 60,5 Залужный, 39,5 Зеленский. Как вам такая социология? Ведь очень показательно же. Нет, понятно, что война и все, будем честны, отмахиваются, открещиваются от социологии. Но как набор кандидатов? Как вообще состояние общества? Ну, если мы считаем это правдивым, правильно? Ну, если, да, мы с Да, условиями. Да. это что, тоже условия, да. Ну, грубо говоря, если все это собрать до кучи, вопрос сводится к одному. Возможно ли электоральное чудо? Угу. То есть внезапно эти 25 неопределившихся выбирают кого-то, какого-то, кого нет в списке кандидатов, некого кандидата. Он побеждает всех и говорит, ребята, вы все приехали. Да. Условный кто? Кто-нибудь. Вот. Мы не знаем. Чудо оно на то и чудо, что его нельзя просчитать аналитически. Размер протестных настроений реальных существ против войны и партий войны и кандидатов от военных, я думаю, гигантский в стране. Но вот этот гигант, ну, грубо говоря, за кого проголосуют 6 миллионов мужиков, которые не стали на воинский учет. Но, опять же, за кого проголосуют верующие Украинской Православной Церкви, которых миллионы. За кого проголосует диаспора, которую унижают всеми возможными способами. Сейчас пытаются заигрывать, но унижали, и они все хорошо помнят, что их писали украинцы второго и третьего сорта. То есть у этого теоретического кандидата, который кандидат про другое, может быть 3 очень крупных источника выигрыша выборов. Грубо говоря, ухилянты, диаспора, церковь. Этого вот так достаточно, чтобы победить с цифрами чуть ли не как у Зеленского. Но скажут ли люди это свое мнение в этих электоральных опросах в ситуации войны, когда люди боятся обсуждать, бледнеют при обсуждении любых серьезных тем? Нет. И уж тем более они не ответят при телефонном опросе на улицах, побоятся просто.
Потому что ты не знаешь, кто тебя опрашивает, куда он это понесет и так далее. Но даже сейчас мы видим 25% неопределившихся. Второе. А кого выбирать? Выбирая Зеленского, продолжение войны. Выбирая военного, любого кандидата, от Залужного там, до Белецкого, там, до Редиса, это гарантированно продолжение войны. Так за кого голосовать? Поэтому альтернативный кандидат и его политсила действительно имеет гигантские шансы в Украине. Более того, чем дольше война затягивается, тем больше протестное антивоенное голосование имеет шансы. Как вы думаете, что будут делать все эти военные кандидаты во главе с Зеленским, если такой кандидат объявится? Гасить. Санкции, уголовные дела, тюрьма. Ну, теперь возникает вопрос, а каковы у него шансы как быть избранным, дойти до выборов и быть избранным, физически даже уцелеть? Ну, физически, значит, кто-то его должен защитить. Кто это Ну, может быть? кто-то должен защитить. Кто эти храбрые люди? Трамп? Ну, мы видим, как он защищает, да? Кто там еще? Кто его будет защищать? Это значит, у него должна быть настолько всенародная поддержка, чтобы он ходил постоянно в окружении 5000 поклонников, которые будут руками ловить FPV-дроны, которые будут лететь ему в лоб. Прямо. Но это должен быть кандидат-мессия в таком случае. Вот это будет электоральное чудо, которого на руках встретят при переходе границ, донесут до Киева, и там, значит, будут ходить вокруг, защищая своими телами. В условиях захвата информационного поля какие шансы на появление кандидата мессии? Когда все поле будет работать против него, все Смотрите, информационное поле. как учит православная церковь, как бы поругаемо не бывает, да, Бог поругаем не бывает, и все вот эти гонения только укрепляют ее. Если вы ну, в электоральном вопросе поднимаете слово и потребляете слово «мессия», то значит здесь прямая параллель. Да, но мы знаем, как мессии обычно заканчивают. Это да. Поэтому ну, можно сыграть в эту игру, но материально субъективные факторы настолько против этого, что понадобится чудо не в политтехнологическом смысле, а в буквальном смысле, в религиозном чудо, чтобы он победил, этот неожиданный кандидат. Теперь мы берем следующее. И основой этого чуда должно стать две вещи. Первое – полное осознание тупиковости и преступности военного пути широкими народными массами. Не просто страх, что война повторится, а осознание. И консолидация общественного мнения вокруг фигуры, которая переберет антивоенный символический капитал на себя, сможет его абсорбировать и сказать, вот я остановлю войну. Этот человек, этот кандидат должен продемонстрировать практические средства остановки и недопущения следующей войны. Например. Если война уже будет остановлена, договориться с Россией, например, поехать с Трампом, договориться с китайцами, то есть буквально продемонстрировать, вот система договоренностей, вот новая система безопасности, которую мы строим, вот взаимная логика, не нападаем. Ну, грубо говоря, его должны увидеть с Путиным, пожимающим руку, с Си Цзиньпинем, пожимающим руку, и Трампом. И все заявили, что нет новой войны. Тогда да. Возможно ли это технически? Возможно. Если, конечно, Трампу, Путину, Си Цзиньпиню. Если, конечно, Трамп, Путин и Си Цзиньпинь, там, грубо говоря, согласятся, договорятся, это кандидат, и мы его охраняем. Можно ли это сделать? Возможно. Но сказать, что это будет легко, однозначно и так просто, это не скажешь. А кроме того, могу вас уверить, в соцопросах это никогда не будет отражено. В соцопросах Зеленский будет побеждать Залужного, Залужный будет побеждать Зеленского и так далее, и так далее. Чудо потому и чудо, что кандидата даже не будет среди опрашиваемых, как в Румынии было, когда выиграл кандидат в первом туре, которого не было в списках для голосования. Он не был просто в опросах. Он в списках для голосования был, его не было в соцопросах. Поэтому, да, это возможно, но это чистое чудо, чистейшее. Ну, если найдется такой камикадзе, который, перекрестясь, пойдет все это делать, мы его похвалим. А вот мы ему скажем «молодец» и посмотрим, доживет ли. Хотя бы до регистрации в ЦИК. Алексей Николаевич, В стране создана атмосфера исключительности. Такого кандидата будут убивать все.
А насколько зашуганный народ в состоянии его защитить хотя бы своим мнением, я же не говорю физически выйти на улицы, в стране, где достоинство людей растоптано, и они перепуганы до полусмерти, очень сложно сказать. И этого точно не будет в Ну, я, соцопросах. я знаю человека, которого не было в соцопросах, в этом представленном, которого убивают все, в кавычках, да и, может, и физически намереваются, ну, по крайней мере, угрожают и россияне, и киевляне, да, то есть банковцы. Есть такой человек, да, Да, есть. и, скажем так, ну, Ну, давайте поставим три точки, я понял, то есть по этой паузе, о чем речь. давайте посмотрим, что и будет и как. Потому что я хочу развернуть эту дискуссию в другое русло. А, Алексей Николаевич, а заслуживают ли украинцы на чудо? Сегодня произошла, ну там на самом деле много трэша произошло, там я у себя на телеграм-канале это все как бы тоже освещаю, и знаете, иногда даже страшно становится, вроде как утро, вроде как там последний день первого месяца лета, да, вроде как все равно там, да, война, да, тяжело, но все равно там природа, нужно как-то вот ну, искать какие-то позитивные энергетики, даже в тяжелейшей ситуации там внутри страны Украина. Но заслуживают ли украинцы на чудо? Вот эти украинцы заслуживают или нет? Сегодня офис прокурора генерального Да. публикует сообщение с вот этой фотографией. Понятно, лицо девушки закрыто. Это суд. Он выдает вердикт. Запорожская прокуратура, да, приговор, ну, как бы подала, суд утвердил приговор девочке 19 лет. Внимание, 19 лет девочке. Она 2 года как совершеннолетняя. За то, что она переписывалась с крестной, оставшейся на оккупированной территории. Как это все подается? Ну, то есть она переписывалась с этой крестной и выдавала позиции, ну, какие-то секреты, 19-летняя девчушка. А та крестная носила эту информацию там другим врагам, ну, условно, там, противникам на оккупированной территории. И все, понимаете, шито-крыто, 15 лет, 19 лет, вот так вот. И я почему поразился этому? Потому что сегодня же вышла заместитель Чернышова, да, замминистра по национальному единству, которая там рассуждала о людях на оккупированной территории. Мол, ну они же не хотят выезжать, они же там то, они же все, значит, они, мол, не наши. Каждый делает свой выбор, поэтому... В общем, национальное единство и министерство туда вообще не распространяется. Все так сделали вывод из ее спича пламенного на какой-то панели, каком-то интервью, да, она вот это вот все преподносила. А заслуживают ли такие украинцы на чудо? Давайте по порядку. Значит, может ли 19-летняя девушка быть шпионом? Может. Мы недавно весь Facebook отмечал годовщину или 2 года гибели там скольких 14-летних или 16-летних пацанов, которые с оружием в руках пали там в Мелитополе или в Бердянске, сначала застрелив российского солдата, потом, когда штурмом брали их квартиру, там в бою. Да? Один с армянской фамилией, второй там, по-моему, с украинской. Ну, они же были вообще несовершеннолетними, тем не менее. Дали бой. Может быть. Может и 12-летней быть. Второе. Мы не знаем, что конкретно с этой девушкой, что она там выдавала и так далее. Поэтому я не берусь судить. Третье. Отношение к украинцам на оккупированных территориях. Смотрите, это... Вот эта история, отдать 4 области, не отдать 4 области, отдать 2, не отдать 2, границы и прочее, прочее, не говоря, она с 2014 года неправильная. Потому что если бы она была правильная, то любой руководитель Украины ставил бы вопрос перед Путиным и международным сообществом так. Первая моя забота о судьбе людей на оккупированных территориях. Пленные и пропавшие без вести, и люди на оккупированных территориях. И поехали. Собственность. Квартиры, заводы, бизнес и так далее. Их права должны быть обеспечены или они должны быть ограблены и лишены возможности.
реализовать то, на что они копили всю жизнь, занимались. Второе, там признание дипломов, признание врачебных справок, вообще всей этой юридической требухи и прочее, прочее. Свободное движение людей через территории, как бы в гарантии взаимной безопасности для них. Оборудованное КП, способы приема там обмена, родственники и прочее, прочее. Но заметьте, права этих людей не являлись предметом ни первого Минска, ни второго Минска, ни нормандского формата, ни там даже, грубо говоря, стамбульского формата. И уж точно не были в первой пятерке списка вопросов. А тогда вопрос, а за что мы воюем? Если не люди предмет этой войны и предмет нашей заботы, зачем это вы все? Поэтому судьба людей на оккупированных территориях, я уже не говорю о судьбе людей, которые добровольно возвращаются на оккупированные территории, потому что на западе Украины им показали, как их любят, очень сильно. Это отдельная и самая страшная трагедия этой войны. Если в разваленный Мариуполь люди возвращаются добровольно, то о чем мы говорим? Раз. Второе. Надо понимать, что такое национальное государство. И вообще, что такое национализм. А Украина идет путем национального государства, и национализм – давлеющая идеология. Хотя Зеленский приходил на других, прямо противоположных, электоральных этих самых. Вся история про национальное государство и само понятие нации скопировано с библейского сюжета про избранный народ. Еврейский народ. Буквально все это копируется. Все авторы европейского национализма, французского, итальянского, немецкого, всегда говорили одно. Мы исключительная нация, призванная спасти человечество, просветить его. Заметьте, как под копирку перепеваются теоретиками украинского национализма все польские перепевки, которые были перепевками с европейских. И сейчас что говорится? Украинцы исключительная нация. Погрязший Запад мы научим воевать, научим новым социальным способам организации, научим бороться с Россией и так далее, и так далее. Но из этого паттерна, из этого сюжета как бы неизбежно следуют вещи, которые мало кому нравятся. Первое. Избранная нация может быть, народ может быть только одним. Это означает, что все остальные народы не избранные и лишние. В времена исключительного экономического благополучия, в ровные мирные времена, которые всегда являются исключением на теле человечества многострадального, может быть такое, поживите здесь, ладно, еще какое-то время. Но когда что, начинается борьба за выживание нации, есть только одна правильная нация. Все остальные плохие. Кроме того, чтобы выйти из Египта, нужно всегда иметь египтян. Национализм неизбежно Извините, это обозначая, прекрасно просто. Это прекрасно. национализм неизбежно обозначая какую-то нацию избранной, например, своей, должен найти египтян, с которыми борются, и фараона. Поэтому Украина антироссия. Там она еще немножко антивенгрия, антипольша, но в основном антироссия. Новейшая Украина. Значит, что? Все люди, говорящие на русском языке, плохие египтяне, преследующие избранную нацию, портящие эту избранную нацию, разбавляющие ее кровь своим вредноносным генетическим мусором, которым молятся не тем богам, значит что? Они должны быть изолированы, ампутированы и выброшены, чтобы не портить чистоту крови и чистоту земли. Третье. Сама избранная нация всегда делится на две неравные части. Суперизбранные, которые знают, какими должна быть избранная нация, и ведет этих неразумных по пути возвращения к, так сказать, к золотому стандарту избранности, чтобы линейкой померить череп и сказать, вот это наш. И внутри этих избранных начинают воевать группировки специалисты по избранности. Вы видели на прошлой неделе, майор Азова пожаловался, что его избили двое. Там обвинили, даже сам Азов, 12-й полк НГУ, обвинил 3-ю штурмовую бригаду и лично Белецкого в том, что послали двух избить Просто командиров. не просто обвинил, а еще и Да. записали обращение, выдайте нам вот этих Да, да, товарищей. Какие-то 90-е, то есть давай. Подожди, я вам стрелки говорю, прям. что одни герои Украины будут убивать других героев Украины. Да. Смотрите, еще война не закончилась, а уже началось. Это споры между избранными, которые знают, кто настоящий украинец лучше других. Это неизбежное следствие национализма. Другого национализма
национализма будущего, футуристического национализма, национализма с человеческим лицом. Национализма политического не бывает. Это всегда заканчивается измерением черепов и выделением правильных и неправильных. Во время войны особо избранные считают войну специальным временем, когда неизбранных и неправильных время убить, вытеснить, посадить в концлагеря. И начинают этим заниматься. В силу слабости организации украинского общества и государства, несмотря на то, что национальный сигнал сделали центральным сигналом, с концлагерями плохо получается, но со штрафами за прослушивание российской музыки в собственном автомобиле получается хорошо. Да, и за перешуганным обществом, которое там в сфере обслуживания полчаса извиняется за то, что русизм выскочил в промовистой украинской мове. Поэтому как бы вот эти и разные степени как бы неправильности всех остальных. Так вот, представьте себе, русскоязычное. Раз. С оккупированной территории. Два. Не уехавшие оттуда 3, не перешедшие на украинские 4, не покаявшиеся 5. Да, они же вообще не люди, считают вице-премьера украинского правительства и несколько миллионов щедрых, самых правильных и избранных украинцев. Ну, что вы от них хотите, чтобы о них заботились? Особенно очень любят на эту тему выступить бывшие русскоязычные из Донецка и Луганска, которые что, выехали сюда. Там я знаю нескольких таких героев, которые перешли на украинскую мову и стали такими затятыми украинцами, еще куда там. Они еще не знают, что когда дойдет до дележки черепов настоящий, потому что, как в любой гностической секте, в живых должен остаться только один. В этих группировке избранных, которые желают мерить черепа, должен остаться только один, все остальные неправильно. Им обязательно вспомнят, откуда они происхождение. Уже вспоминают, Алексей Николаевич. Да, да, да. Эпизод, Да. Я эпизод. сейчас читаю, смотрите, читаю любопытную, да, секунду, войну. Сейчас любопытные книги по гражданским войнам сразу в нескольких странах. Везде отмечается разница между гражданскими войнами по 300 лет могла быть, по 100. Но везде отмечается любопытная разница. Если они успели выскочить с территории, то, например, условно говоря, враги рабства на юге записывались в Южную армию и кричали патриотические лозунги громче, чем коренные южане, потому что надо было не попасть под каток репрессий. Вот так всегда бывает. И вот эти манкурты, которые для тех манкурты происхождением из Донецка, Луганска, Мариуполя, там, или которые нам рассказывают, какая плохая русня, Булгаков, Пушкин и так далее, и Чайковский стараются быть украинцами, которые сильнее, вот просто вот украинские не знают, что их головы полетят в мешок пыльной от гильотины быстрее, чем они думают. А их попытку стать самыми украинскими, правильно черепными украинцами с золотым стандартом своего черепа будут восприняты как что? Как попытка внедрения российских шпионов, разложения истины украинской нации. Поэтому, если бы Украина шла каким угодно путем, кроме националистических, возможно, был бы поставлен вопрос на государственном общественном уровне о том, что это наши люди на оккупированных территориях, что люди – главный капитал, что все во имя людей, мы боремся и защищаем их. Ставим вопрос. Путин, например, ставит вопрос, он говорит, это наши соотечественники, хотя их же и бомбит. Но как бы это всегда было так по-российски. Разбомбить нафиг все, развалить. Кто попал под горячую руку, немножко убить, а потом всем остальным отстроить новую страну и сказать, живите вот по таким правилам, и жизнь прекрасна. Они всегда так действуют. Как бы здесь ничего удивительного нет. Что делали 300 лет назад, делают и сейчас. А вот удивительно, как работает украинская конституция, когда издательство продается с перечеркнутой 10 статьей, подарочный экземпляр, да, и как работает, наверное, всю Конституцию. Первый лист хотели вычеркнуть титульный, но промахнулись, вычеркнули только часть 10 статьи. И как работает, да, истинное отношение про настоящих украинцев ко всем этим там неправильным, узкочелюстным, оккупированным. Случай, Да. который тоже поражает и подчеркивает сказанное, но я все-таки хочу добить тему, заслуживают ли украинцы на чудо. История одного из блогеров, ну, то есть, ну, как блогеров, сейчас же все блогеры, там, тиктоки и так далее, то есть, вот мужичок живет на Закарпатье, и вот о чем рассуждает.
Ну що закарпатці? Ви ж у курсі, яка нездорова движуха відбувається в нашому регіоні. Те, що ви зараз чуєте, що Харківські, Донецькі будуть будувати ГЕСи, вітряки на наших річках і горах, то це лише верхівка айсберга. Вони також кинули оком на наші землі. І зараз фактично в нашому регіоні масово скупляють земельні ділянки від людей. Хто за мною слідкує, то напередодні я опублікував відео, що в місті Тячу продається земельна ділянка загальною площею 5,7 гектарів. То після даного відео, як самі люди, жителі, почали мені телефонувати, щоб я прорекламував їхні земельні ділянки, а також квартири, і ці, які хочуть купити. І більшість з них російськомовні, що вказує на Харківсько-Донецький регіон. Суть не в тому. Я веду до того, що якщо вони прийдуть в наш регіон, з одного боку, це бізнес, це розвиток, це рух, це інвестиції, створення робочих місць. А з другого, чи будуть вони поважати наш край? Як вони будуть відноситись до наших традицій? Як взагалі будуть відноситись до нашого закарпатського діалекту? Що ви думаєте, шановні? Що ви на це скажете? То есть нездоровая движуха. Харьковско-донецкие, русскоязычные приезжают, покупают земли. Местные хотят рекламироваться у этого блогера, продают свои земли. Строят там какие-то предприятия, ветряки, какие-то что-то вот делают, понимаете? Но возникает вопрос, с одной стороны, конечно, это хорошо, да? А с другой стороны, а как они к нашему диалекту будут относиться? А как вообще они вообще русскоязычные поприезжали? Вот это вот всё. К нашему драгоценному диалекту, который в сокровищницу мировой закарпатской культуры входит. Вот. Смотрите, те украинцы, к которым я обращался 2 недели назад, там у вас в эфире, и, судя по всему, до них дошло, судя по отзывам, они, конечно, никакого чуда не заслуживают. Это так называемые профессиональные украинцы. Другие украинцы, возможно, и заслуживают чуда, особенно гонимые, пострадавшие. Но для этого им надо очень четко отсепарироваться от тех украинцев первых. Сказать «я», не они. Я не разделяю, не поддерживаю и выступаю против. Видите ли, очень много украинцев думало, что можно пропетлять, промолчать. Ребята, это иллюзия. Это иллюзия. Вы сидите на ленте, которая движет вас на циркулярную пилу, которая распилит вас пополам. И вам надо делать выбор. Вы за жизнь или за смерть. То, что это... Смотрите, Булгаков же все сказал. Проблема не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. Ты можешь идти по улице в Киеве либо в Одессе и рассуждать о множественности обитаемых миров, о том, что Украина демократия, да, есть некоторые перегибы по войне, Конституция на паузе, но в целом мы демократия, и мы боремся за страшной российской деспотией для того, чтобы после войны выковать демократическое общество. Вот такой забавный спич самообмана, которых очень много. Вдруг внезапно рядом ты слышишь звук притормозивших тормозов микроавтобуса, получаешь в ухо рукой в хороший, такой, где мелькает камуфлированный рукав, поддых, и ты там спустя какое-то время на заплеванном полу в военкомате с отобранной, да, в комнате без окон можешь дальше продолжить свои размышления. Циркулярная пила приезжает очень быстро и всегда, зараза, неожиданно. Вот первое, что поражает на войне, знаете, самое сильное впечатление от войны. Ты разговариваешь с человеком, секунда, и он мертвый. Не раненый, который кричит, а мертвый совсем. Просто лежит мертвый и все. Вот скорость и внезапность смерти поражает больше всего. Не разорванные там кишки, не оторванные головы, вот это все. Ужас, ужас там и прочее, прочее. Это травмирует, да, это травмирующий опыт, но больше всего вот экзистенциально поражает внезапность смертности. Поэтому отпетливающие миллионы украинцев до поры до, например, русскоязычных, может думать до поры до времени, что меня это не коснется, что там, перегибы, да, запретили моим детям говорить на языке моей жены, их матери в школе. Там запретили мне слушать музыку, ради победы над проклятым Путиным на что только не пойдешь. И музыку не будешь любимую слушать. Да, я уже не могу на улице, там, на русском языке, особенно потому, что это чревато. Да, я вынужден перебежками двигаться от куста в кустом, чтобы меня не загребли, потому что я не хочу за это воевать. Но в целом это же наша страна, мы должны, и так далее, и так далее. И есть такой Артега де Гассе.
который написал замечательную книжку «Восстание масс». И в этой замечательной книжке он, как бы это сказать, публиковал, он сказал следующее, что, смотрите, во-первых, произошло восстание масс, это рубеж 19-20 века. Массовый человек вышел в политику, стал субъектом истории. Чем характеризуется этот массовый человек? Он его назвал очень метко «самодовольный недоросль». И сказал, что у него есть 4 характеристики. Первое – это самодовольная посредственность. Он ничего не хочет знать. И самое главное, он хочет, чтобы жизнь была легкой и спокойной. Вот так, как было в довоенной Украине. Из предметов заботы сиськи, котики, концерты, Аркадия, Ибица, как съездить в Турцию. Я была вот я на Эйфелевой башне, я взял новый кредит и строю дом. Раз. Второе. У него чувство собственного превосходства и всесилия. Я на все влияю, я везде присутствую, я все могу, потому что у меня 2 машины на семью, но в конце концов, ну, ребята. Я зарегистрирован в Фейсбуке и в Инстаграме, у меня есть подписчики. Третье. Он считает, что он и так уже хорош. Ему не надо исправляться. Это наиболее антихристианская позиция. И четвертое – это привычка бесцеремонно вмешиваться во все. Артега Гассет написал это все до появления социальных сетей. Теперь смотрите, что делает война с украинцами. Она ликвидирует массового человека. Массовый человек больше всего хочет во все вмешиваться и ни в коем случае не оказаться замешанным в историю. Что делает война? Она показывает бессилие его рассуждений, бессилие его позиционирования, никакой легкой жизни. Кроме того, она делает его пешкой в руках ТЦК и правительства, которое делает, что хочет, и небольшой кучки уродов, которые там, да, кричат, что ты неправильный, череп у тебя неправильный, челюсть у тебя узкая, ты неправильно в церковь ходишь, не на том языке разговариваешь, не того писателя читаешь, и так далее, и так далее. И мобилизирует его насильно, чтобы он воевал за систему, где он человек второго сорта. Поэтому массовому человеку придется избавиться от самодовольной посредственности, от чувства превосходства, от привычки вмешиваться во все. Его сама жизнь заставляет репетировать противоположные качества своего характера и противоположные модели поведения. А это значит, что история его поставила перед выбором. И вот каждый украинец, я вас не слышу, Саша. Это означает, что история его раком поставила, а не перед Раком выбором. поставила. И каждый украинец стоит сейчас перед выбором. Он должен позиционироваться в отношении вот этих несколько миллионов людей, любящих замерять правильные черепа. Если он молчит, он им не сопротивляется. Если он за них мимикрирует, он их поддерживает. Значит, он будет поддерживать момент, когда ему замеряют череп, когда циркулярная пила до него доедет. И если он против, то что он делает, чтобы был против? Понятно, что одному человеку сопротивляться легионам, замеряющих черепа, толпе, которых поддерживает, кто от страха, кто от надежды, как это, приспособиться и вытянуть билет, и центральному сигналу, репрессивной машине, мобилизованной силовой, правительство очень сложно. Но здесь, говорят, есть 3 вида джихада, говорят мусульмане. Первый – это когда ты стреляешь. Ну, тут трудно призывать людей начинать гражданскую войну или переходить на сторону противника. Мы этим не будем заниматься, чтобы стрелять в этих замеряющих черепа. Второй, хотя они могут и довести. Второе, когда ты помогаешь деньгами, но тоже вроде как неудобно. И третье, когда ты хотя бы словом. И четвертое, да, это еще есть 4-я стадия, когда ты внутренне не соглашаешься. Когда ты не можешь бороться словом, деньгами, выстрелами, но ты не соглашаешься внутренне. Но теперь вопрос. Вы хотя бы внутренне не соглашаетесь с этим? С этой системой, которая вас заставляет умирать и унижаться за то, чтобы укрепить систему, где вы люди второго, третьего сорта. И это выбор, который неизбежно придется делать каждому украинцу, который это не поддерживает. Никакой националистической Украины не может быть другой. Она всегда будет такая. Ее не существует другой Украины и приставки на национализм. Это всегда будет заканчиваться панами, пидпанками и крепаками. Крепаки должны будут сдохнуть. Даже это не война, они должны будут сдохнуть в социальных низах. Пидпанки должны будут с экранов объяснять нам, почему не такие крепаки и почему все их счастье жизни заключается в том, чтобы подчиняться панам. А паны должны иметь все и во время войны, и без войны. Это система отношений 17 века, органическая для этой модели украинской государственности при такой вложенной в нее базовой идее.
Все, другой Украины не бывает и не может быть. Третья подряд реализация одних и тех же паттернов в очень разных геополитических условиях за 100 лет, 18-й, 20-й, 41-й, 45-й и сейчас показывает, что это органически очень глубинный паттерн при попытке построить националистическую Украину. И никакой другой Украины не будет. Поэтому каждый украинец должен сказать, я за этот тип Украины или против. Если за, он берет на себя всю ответственность за измерение черепов, за поражение на фронте, за сворованные деньги, за нежелание взять тела, вернуть их матерям и за все остальное. А если он против, тогда он с себя снимает личную ответственность, даже если ничего не может с этим сделать. Но он говорит, я и эта система, это разные вещи, я ее не поддерживаю. Я за какую-то другую Украину, и еще неизвестно, как она будет называться и какой она будет. Так вот, я категорически принципиальный противник этой системы. Бандеровщина – зло, она должна быть уничтожена. Это любой национализм не людской. Когда пишет товарищ нам «Кровавые земли» книги Тимоти Снайдер, он же забывает упомянуть, кто эти земли сделал коварными, потому что по умолчанию предполагается, что проклятая империя. Это же ровно наоборот. Это вот эти националистические царьки, вождики превратили Европу на 40 лет в кровавые земли и заставили одни малые народы убивать другие. И эта история продолжается до сих пор. Вечный марафон вот этот вот титульных наций и всех остальных неправильных наций в той или иной степени. Тут еще евреи подвернулись, да. Это следствие Холокоста. Холокост был прямым следствием этого. Это вот эта история, это прямое следствие националистических идей во всех малых народах Восточной Европы, включая Украину. Поэтому, ребята, вы либо разделяете все это, либо вы приписываете, что вы принадлежите какой-то другой культуре и другой цивилизации, но где фундаментальный тогда выбор. А очень многие которые хотят прошагать мимо мавзолея со вскинутой рукой, типа «затеряюсь в строю», их выбор понятен, страшно, но он заканчивается очень плохо. Это как вы мне часто пишете в комментарии, предатели не любят нигде. Так вот, когда вы выбираете мимикрировать под вот этих вот измерителей черепов, авось пропетляем, а дальше посмотрим, вы становитесь предателем, который не любит нигде. Ни те, ни те. Для тех, кто борется с этим, вы предатели и слабаки. А для тех, кому вы мигрировали, у вас все равно черепа неправильные. Если азовцы воюют с этими самыми между собой, то, поверьте, вы для них вообще смазка для штыка. И однажды дойдет время, когда вам замерят череп, взвесят вас и найдут вас легкими. Поэтому, когда мне говорят, что может сделать простой украинец, вы определяетесь, друзья, с кем вы и против чего. Вот и все. Вот и все. Есть над чем задуматься. Причем... А то вам ваш диалект всегда окажется неправильным. Вы всегда неправильно купили квартиру не в том месте, в неправильном районе. Вы всегда будете неправы. Не ту музыку послушали, не того писателя читали. То есть и прочее. едет Харьковско-Донецкий, Да, деньги везет в своей стране, Закарпатье. как он думает, в своей стране, там, переносит предприятие или строит новое, там, дает работу, еще что-то. Ну, это Я, показатель. например, знаю случаи, когда по экстренной скорой помощи 24 февраля, 25 людей не принимали. Когда кричали, помните, страна объединена, людей не принимали, потому что они говорили по-русски в больницах запада Украины. И ни один случай такой знаю. Когда, казалось бы, нация объединялась, еще не начали замерять черепа, и все слились в одном экстазе. Поэтому, народ, здесь не может быть никаких компромиссов и полутонов. Черное – это черное, белое – это белое. Вне зависимости от степени черноты, черное – это черное. Вне зависимости от степени белизны, белое – это белое. Вам надо сделать выбор. Просто сделать выбор. Да, друзья, значит, подводим итоги голосования и двигаемся к вашим вопросам. Вопросов уйма, ну, понятное дело, но мы уделим этому времени обязательно. Режим Блиц, Алексей Николаевич. Значит, но перед этим, как вы относитесь к ударам России по ТЦК?
4% это плохо, это шаг к тотальной войне. 12% значит скоро война закончится. 26% да нет этих ударов, это просто невыгодно России, ну, бить, лупить по ТЦК. И 58% давно пора, ТЦКшники оборзели. Ну, тут, наверное, без вопроса, бить, не бить по ТЦК, просто ТЦКшники оборзели, наверное, вот это вот такая реакция. Спасибо большое, что проголосовали. Это в чате трансляции непосредственно на канале Александр Шелест. Сейчас пройдемся по вашим вопросам. Сначала там по QR-коду, потом закрытый клуб, сообщество и 2 чата. Все не прозвучат вопросы, но, друзья, ну, тем не менее, большинство прозвучит. Поехали. Значит, Марина Ким. У меня к Алексею конкретный вопрос, возможно, неприятный. Вы часто критикуете власть, я с вами полностью согласна, но чем вы отличаетесь от тех, кого сами критикуете? Для вас каждый, кто приходил, говорил то же самое. Мы не такие, мы построим по-другому и так далее, а потом становились системой. Как в скотном дворе Орла. Сначала все равны, а потом у кого-то морда чище. Так вот вопрос. Почему вы не те же яйца, только в профиль? Почему не повторите путь тех, кто красиво говорил, презирал старое, а потом сам стал его новой оболочкой? А чего вы так беспокоитесь? Меня что, уже избрали, и я вот-вот буду вами руководить? Я маргинал в политической иммиграции на изгое, в изгнании с неясными перспективами, которые не сегодня-завтра лишат гражданства. Чего вы перепугались? Что у вас такие вопросы волнуют? Понятно. Дальше. Следующий вопрос. Алексей Савин. Алексей, военный эксперт Стариков говорит, что согласно военной науке 4-летний военный цикл закончен. Если политики не найдут политического решения, начнется новый 7-летний военный цикл. Вы согласны с этим мнением? Если да, то продержится ВСУ еще 3 года или нет? Я не такой специалист в военной науке, как СБУшник Стариков. Но я всего лишь военно-общевское училище закончил, то же самое, что Залужный. Но могу вам сказать, что я первый раз в жизни слышу про 4-летние и 7-летние военные циклы. А 6-дневная война в Израиле, какой цикл укладывается? 7-летний или 4-дневный? 6-дневный. 4-летний. Значит, есть еще минимум 6-дневный. У нас 12-дневный был. Недавно был 12-дневный цикл. Как бы, да, ну... Всеволод Деточка. Вопрос к Алексею. Алексей, в одном из эфиров вы жестко высказались о тупости, что она разрушает страну, что презираете народ и все в этом роде. Видно было, как вам наболело. Но если все разумное всегда игнорировали, выбирали сладкую ложь, почему вы до сих пор верите, что ее можно победить словом? Может, смысл не в том, чтобы просвещать, а в том, чтобы перехитрить систему, заставить жадность работать на пробуждение, встроить мышление через интерес, через выгоду, через игру? Можно ли вообще изменить человека, если он не хочет меняться? И стоит ли тратить на это силы, время? Я не трачу, я никого не собираюсь менять. Я всего лишь свидетельствую свою позицию. Вот и все. Если вы думаете, что я наивно верю, что можно поменять, при том, что у меня опыта в реальных изменениях людей чуть побольше, чем у вас, но через свою школу, опять же, но я не верю, что массы можно изменить. Массы может изменить только Господь. Вдруг послал Святой Дух и переведя их на какой-то другой уровень понимания и так далее. Сами массы, человек, греховный человек никогда не меняется, он остается таким же самым. Как 100 тысяч лет назад, так и через 100 тысяч лет будет точно таким же. Так что я могу свидетельствовать свою позицию. Я ее свидетельствую. Это единственное, что у меня есть. Михаил или Майкл. Вопрос Алексею. Как вы смотрите на 3 сестер Украина, Беларусь, Россия? На ваш взгляд, что есть в украинцах, чего нет в белорусах? Или что есть в россиянах, чего нет в украинцах? Какие недостатки, наоборот, сильные стороны есть у каждого народа? И как именно они могут друг друга компенсировать при более тесном потенциальном будущем? Это очень распространенная теория, что кому-то что-то надо компенсировать. Я так не считаю. Все эти разговоры о том, что украинцы компенсируют россиянам, это еще от Гоголя пошло, который написал, что русские и украинские народы, это что? Это идеальная составляющая, а белорусы как же и так далее. Ну, вы знаете мои отношения. Я считаю, это 3 частями единая мета-цивилизация, 3 дефективными частями, которым еще работать над тем, чтобы стать хоть чуть-чуть похожими на то, как замысливали нас всех, когда нас записывали в русские святой Владимир Великий, крестя Русь. Поэтому я могу часами вам рассказывать про недостатки россиян, белорусов и так далее, но
Они всем очевидны, они налицо, иначе бы не возникло такого вопроса. Но украинцы в силу там, моего гражданства и места проживания в течение крайних 30 лет, 34, мне как-то ближе. Вот, поэтому я в основном про украинцев. Да и спрашивают меня в основном про украинцев. Недоделки. Европейскими нациями не стали, да и не могли стать, потому что мы про другое. Советским народом не стали, не успели. Как бы, да, надо работать и с теми, и с теми, и с теми, прежде чем это превратится. Я же когда-то в Латынине сформулировал это, что проблема в том, что воюют россияне и украинцы, что очень мало русских по обе стороны фронта. Было бы много русских, не воевали бы между собой. Обернулись бы и показали бы Западу прищур. И спросили, а что это вы нас стравили, товарищи, Е- господа ханы? Евгений Пухлицкий. Алексей, добрый вечер. Какой ваш прогноз относительно забронированных? Будут ли забирать бронь, если все пойдет по худшему сценарию? Интересует крупный украинский бизнес. ОКО, Новая почта, АТБ. Будут. Новая почта, он уже людей сокращает. Как вы думаете, куда они денутся? Всех будут грести. Я вообще не понимаю, как можно вести бизнес в стране, где на работника бронировано 60 тысяч гривен. Такса надо в месяц, чтобы его не забирали. Рабочего на стройке. Ни один бизнес этого не выдержит долго. Благодетель, пользователь. Почему Путин на протяжении всей войны боится жестко реагировать на открытые выпады Европы в области передачи оружия? Мне кажется, если бы он сначала реагировал на это жестко, то много потерь избежал бы. Ну, войну с Европой начал, да? Ну, там не обязательно, я думаю, что может Ну, а бить. как? Ну, Ну, как? наверное, ну, как бы... Ну, надо же как-то, да, ну, как еще пугать? Только вооруженным путем, не санкции же против Европы вводить. Поэтому они не подействуют. Россия как бы несимметрична в этом отношении. Но он не хочет начинать войну с Европой, когда он к ней не готов. Все понятно почему. Он и с Украиной войну не начинал раньше времени, потому что не был готов. Только в 2016 году вдоль северной и восточной Украины, границы Украины начали создаваться группировка вторжения, которая как раз к весне 22 и должна была быть готова. Именно поэтому я так уверенно в 17 и 19 предсказал дату начала крупномасштабной войны. Что я просто видел степень готовности. Ну, вот сейчас готовятся. Может, повоюют с Европой некоторое время. Мгм. Вполне может быть. Почему нет? Когда будет готов? Илья пишет. Недавно Дубинский писал, что каждый президент Украины всегда негласно заранее утверждается США и Россией, и что клоун и его шобла войны в этой роли больше не канает. Что Алексей об этом думает? Ну, Спасибо. Шобла его, клоун и Шобла войны, конечно же, не канает. Но как-то же Зеленского не утверждали в 2019 году, а он взял и проскочил и избрался. Вы думаете, его не Поэтому утверждали? его не утверждали. Поэтому, возможно, чудо это было электоральное чудо. Чудо может повториться внезапно. Вполне другое дело, что тогда Зеленский принял у Порошенко более-менее стабильную страну, и даже финансы и экономика были более-менее. А сейчас преемник Зеленского будет принимать разваленную полностью страну, тотально зависящую в безопасности от России в области безопасности, а в экономике от Запада. Поэтому, конечно, несогласованная фигура вряд ли придет. И это, опять же, дает очень большие шансы чему? Альтернативному так называемому кандидату. А дальше все зависит от ловкости рук и никакого мошенничества. Но я вас уверяю, и Россия, и Запад по понятным причинам будут очень против кандидата войны или кандидата военного, категорически против. Максим, клуб зрителей «Шелест» в телеграм-канале. Вопрос к Алексею. В одном из эфиров с Александром вы сказали, что Россия ведет ограниченную войну, не применяет весь имеющийся набор сил и средств, потому что считает украинцев своими. В другом же эфире сказали, что Россия ведет ограниченную войну, потому что избрала в качестве стратегии медленное последовательное перемалывание войск противника, а не быстрый захват территорий. В таком случае выходит, что российское руководство осознанно выбрало путь истребления своих загнанных на фронт русификацией против их воли, не имеющих возможности сдаться в плен из-за обнулений для достижения своих целей. Давайте разделим. Первое. Российское руководство применяет по Украине полные силы, спектр сил и средств. То, что она не ведет полномасштабную войну, это не потому, что она не стреляет, бережет какое-то сверхоружие секретное, там, кроме ядерного, или там не все силы, 85% сухопутных войск и в ДШВ, и морской пехоты на территории Украины российской сейчас находится. Она не вступает в тотальную войну, потому что она тратит на войну 5-7% ВВП. Для сравнения, на Великой Отечественную она тратила 47%.
То есть хотя бы 25 даже не тратит. И второе, она не идет на вторую мобилизацию, потому что если бы ей нужно было, она бы сейчас мобилизовала еще 1700, и фронт бы обрушился очень быстренько в течение нескольких месяцев. А почему она этого не делает? Вот вопрос, который нужно задать. Первое, потому что мобилизация не популярна в России. Второе, потому что они создали самоподдерживающую систему, которая и так медленно перемалывает Украину. Но самое главное, подобный способ войны приводит Украину к чему? К тотальному разочарованию в идее национализма и в идее милитаризации. То есть российское руководство преследует вольно или невольно, осознавая и не осознавая, две главные цели – демилитаризация и денацификация. Потому что если бы оно моментально, молниеносно захватило Украину, представьте себе, какой был бы протест, партизанское движение, сопротивление и так далее, и так далее. Вот когда повоюют 4, 5, 7 лет, и на улицах останутся только калеки среди мужчин, и женщин будет часть выбита на тыловых этих пунктах, на тыловых должностях, и экономика разорена, и она надоест всему миру, это Украина. И украинцы начнут ненавидеть военную форму и любые разговоры о войне, Россия получит то, что хотела, обезвреженного, и будут плевать в сторону человека, который хоть какие-то национальные идеи заявил, националистические. Вот тогда Путин получит ту Украину, которая ему нужна. Мгм. Это раз. Во-вторых, Путин не ведет тотальную войну, жертвуя своими, потому что считает украинцев своими. Я вам могу сказать, что был очень хитрый прием во время гражданской войны в США. Точнее, не хитрый прием, а потом. Сейчас американцы, когда публикуют потери в какой-то битве во всех их музеях, а я поездил изрядно по музеям гражданской войны, почитал литературу, поверхностно, но почитал, они не делят на потери южан и северян. Они сначала пишут вот о потери, а потом пишут, вот американские потери они пишут, потом южан и северян. Российская пропаганда или украинская могли бы сделать сильнейший ход. Они бы не считали потери сторон, а говорили о потере русских, если они считают единым народом, общие такие. Из них украинцев столько-то, а россиян столько-то. Если Россия это сделает, если ей хватит ума, то это резко репозиционирует ее позицию. Я не понимаю, как они этого не делают, потому что Путин говорит, что мы единый народ, значит, логика должна быть такая. Мы потеряли в этой войне 1,5 миллиона человек. Из них 700 тысяч украинцев, как они там считают, и 500 тысяч россиян, или наоборот. Но это наши общие русские потери. Русская метацивилизация, раз он нас считает одним народом. Это следующий ход в их пропаганде. Я никак не пойму, почему они до него не догадаются. Или украинцы могли бы сказать, что мы считаем, что... Ну, украинцы, впрочем, не могут так сказать, потому что националистический проект не мыслит в таких категориях. А россиянам такая опция остается. Так вот, пока этой опции нет, я считаю, что это общие потери нашей большой метацивилизации. Сколько бы ни было политических образований в ее рамках, может, и сегодня их 3, завтра, может, их будет 17, неважно. Важно, что это все мы для меня. Поэтому для меня 1,5 миллиона потерь – это мы, русские, потеряли. Часть из которых украинцы, часть из которых Россия. Потому что, да, в рамках метацивилизации есть много разных этих самых народов, народностей и так далее. Поморы российские очень сильно отличаются от всех остальных россиян. Как бы, да. Казаки тоже донские радикально отличаются от всех остальных россиян. Тем не менее, и те русские. Значит, друзья, вопросов действительно много. Сейчас давайте так, сообщество YouTube мы обязательно больше времени уделим в следующий раз. Просто важные новости. Мы говорили о Днепропетровской области. Есть фото, видео, село Дачное Днепропетровской области. Российские военные вывесили флаг. Закрепились, не закрепились, непонятно, но фотофакт есть. Это просто важно в контексте того, что мы сказали выше. Также приходят жуткие кадры. Ударили с Storm Shadow по центру Донецка. То есть в направлении Крыма летела, оттуда пока непонятно, что там. Ну и ударили по центру Донецка Storm Shadow. Поэтому, ну вот война, вот такая вот она война. Продолжим вопросы. Давайте переместимся парочку из сообщества YouTube, потом чаты. Значит, Алексей Николаевич, кстати, Денис, 31 год, из Донецка задает вопрос. Какое у вас отношение к организациям по типу РДК, Легион Свободы России? Менялось ли это отношение за время войны?
и, наконец, куда они пропали. В начале войны я считал их крупным подспорьем, да, в борьбе на информационном фронте, прежде всего, потому что военное влияние их было небольшое, их было малое количество и так далее. Вот потом, когда характер войны сменился, и это уже не свободная Украина против деспотической России, а не свободная Украина против чуть более свободной России, по крайней мере, по показателям насильственной мобилизации и свободы выезда за границу, то я начал этим людям очень сильно сочувствовать, как русским, попавшим в жернова между украинцами и россиянами. Их судьба незавидна, тяжела и нелегка. И, честно говоря, если бы, когда пойдет речь о мирном соглашении, то делом чести украинской стороны будет защитить права этих людей. Потому что россияне будут требовать их выдачи, либо будут стараться их преследовать как предателей российского народа, многие из них российские граждане. А я бы поставил вопрос, а украинцы, которые наняли их на военную службу, должны будут их защитить, украинское государство, и обратиться ко всему международному сообществу с их защитой. Я бы поставил вопрос так. Я понимаю степень вашей ненависти, но если мы рассматриваем это как войну русских с русскими, ну, которые называют себя украинцами и россияне, то эти люди попали в наиболее неприятное положение. Ровно так же, как и вы, военнослужащие украинские армии, которые перешли в российские соответствующие подразделения. Давайте начнем амнистию с них. Амнистируем тех и тех украинцев, которые пошли в этот полк Богдана Хмельницкого, полулегендарный, который им создали россияне, якобы. Это части ПСО, никто его никогда не видел на фронте. Нет, Ну, там допустим, их два. Там вот этот да, и там еще их два. какой-то. Допустим, они где-то есть. Ну, то же самое РДК. Давайте начнем амнистию с этих людей, запутавшихся очень сильно в постромках истории. Вот так бы, например. А, Олександра запитайте в Олексія, як він ставиться до призначення Олександра Алферова на посаду голови Українського інституту національної пам'яті. Это, конечно, отдельная история. Тут без 100 грамм не разберешь его философию. Короче, Путина с Гитлером сравнивать нельзя, потому что Гитлер художник, образование, немцы и русские вообще нельзя сравнивать. И еще какую-то он историю сегодня тоже разошлась, выдал по поводу, ну, тоже по поводу войны. Ну, там же все понятно. Чего вы ищете? От этой должности нечего ждать. И от людей, которые идут на эту должность добровольно, тоже нечего ждать. Там, мы будем рассказывать о том, какие плохие русские, зигуя на портреты Гитлера и боже мой, Отто Скорцени, который висит у нас в каждом кабинете, да? Или там где-то хранится бережно, да, в столе. Тут все понятно. Так, значит, тревога в Ростовской области тоже. В общем, попустили Шторм Шэдоу, передают. А в Украине Херсонская, Николаевская области. То есть, ну, вот это вот, да, борьба, это то, что мы следим сейчас параллельно, как говорится. Юрий Анатольевич, спросите Алексея, что такое оксфордские критерии рациональности, про которые Арестович говорил и писал еще в 2015 году. Очень просто. Это способность составить связанное рассуждение из 5 интеллектуальных ходов. В Британии это считается неформальным критерием человека, который можно допускать к общественной жизни. Таких людей очень мало. Заметьте, это не 5 предложений сказать, а 5 связанных рассуждений. То есть, когда одно умозаключение переходит в другое. Вот у меня скоро начинается искусство мыслить, вот там мы будем этому учиться. И вы обнаружите, что даже 3 высших образования, это далеко не означает, что вы проходите этот критерий. QR-код на экране, весь эфир, школа Алексея Николаевича. Переходите, интересуйтесь. Чаты, давайте по 3 вопроса, чтобы, ну, как бы не перегружать YouTube. Просто надо мной, говорят, смеются. Вот у меня прямой эфир там был, да, говорит, Шелест, говорит, наркоман какой-то, сидит больше, чем по 2 часа в эфире. Ну, как-то там шум, обзор, да, там новостей, как общение со зрителями. Ну, А мне говорят, что ж ты на своих психологических лайфах 1,5 часа с нами, а Шелестом 2. Ты любишь Шелеста больше, чем нас. Ну, ребята, просто очень много тем, действительно очень много вы просите прокомментировать, и вообще события достаточно. Но мы внимаем и стараемся. И там, и там, и там. Значит, чат-трансляция. Пользователь Кит. Считает ли Арестович Зеленского агентом Кремля? Ведь он исправно увеличивает Россию и уменьшает Украину. Скорее Британия. Скорее Британии. Понятно. Значит, да, тут пишут Акмаль и Ибрагимов, что Фикрат, что уважаемый Шелест, Екатеринбургский рейд — это битва
талышей и азеров, а в Иране талыши авторитетные люди. Это не ответ ли азерам за поддержку Израиля? Ну, то есть к той теме, с которой мы начинали. Это очень сложный вопрос. Талыши – это национальность такая специфическая, да, в Азербайджане, достойная. И там это точно не для этого эфира, это 20 минут исторического экскурса, разбираться и так далее. Кроме того, мы ничуть не эксперты с вами. У Ну нас да, да. самые общие сведения на эту тему. Значит, можно ли, Андреас Майер, можно ли говорить о цивилизационном выборе, если народ не осознал свою духовную онтологию? Нельзя. Народ – это церковь. Нельзя. Значит, вопросы. О сознательном нет. Можно о принадлежности, об инерции говорить и так далее. Почему сами украинцы не могут скинуть власть? А как вы будете выступать против мобилизованной армии? Аппарата безопасности, полицейских, СБУ и так далее. Ну, как вы себе это представляете? Так, друзья, чат Алексея Николаевича. Значит, здесь вот такие вопросы. Тоже очень точечно, понятное дело, да, но все равно. Давайте так. CoinZone. Здравствуйте, Алексей. Какие книги посоветуете для понимания работы пропаганды и манипуляции массовым сознанием? Ну, так Бернейса прочитайте, «Пропаганда». Классический труд на русском языке есть в интернете. Эдвард Бернейс, он автор этого термина и создатель учебника по пропаганде. Причем практик, не только теоретик, но практик, племянник Фрейда. Классическая книжка, там все написано. Алексей, добрый вечер. Представьте, к вам обратилась какая-нибудь страна, например, Федерация лилипутов, и попросили их возглавить, чтобы реализовать ваш 5-й проект. Согласились бы? Ну, я бы посмотрел, я бы поблагодарил, изучил бы ситуацию тщательно. Есть ли там потенциал для реализации 5-го проекта вообще? Или это будет пшиком? Ирина Бондаренко. Алексей Николаевич, Россия пойдет на страны Балтии? Может пойти. Арестовича никогда много не бывает. Алексей, здравствуйте. Как вы Давайте считаете? ответим на вопрос. Раньше россияне были андрофаги с культом смерти, а теперь украинцы. Как же так? А очень просто. У любого народа, как у любого человека, есть светлая сторона, есть теневая. Когда я говорил, что у россиян есть теневая сторона андрофагов с болот, так это отмечали в исторических хрониках. Это не я отмечал. Я просто это цитировал. Но это же не значит, что у них только это есть. А еще у них есть Пушкин, у них есть Булгаков. У них есть что? У них есть там Достоевский, Чайковский, Мгм. Гагарин, Вернадский и так далее, и так далее. Тут неплохие люди, в принципе. Иоанн Кронштадтский, Сергий Радонежский есть, Паисий Величковский и многие другие есть симпатичные люди. То же самое у украинцев. Проблема в том, что война как процесс – это процесс интеграции тени. Кто лучше выявит свою тень и кто ее быстрее интегрирует в той части, тот и побеждает в войне. Не промышленность соревнуется, не мобилизационные потенциалы, а тень. Так вот, как бы это деликатно сказать, украинцы, особенно профессиональные украинцы, отнюдь не справились с задачей: первое – выявление тени, второе – признание тени, третье – интеграция тени. С ними происходит типичных 3 эффекта, которые происходят, когда человек работает со своей тенью. Перенос, то есть они приписывают россиянам эти качества своим врагам, потому что надо всегда назначить во врага. Второе – аффекты. А давайте посмеемся над туристом, которого съела акула, и будем запрещать музыку в этих самых, слушать музыку. Разрушим памятники, разрушим культуру, ничего не создавая. И третье – это что? Это компульсивность. То есть повторение одних и тех же ритуальных действий в надежде заколдовать. Вот там сегодняшние разборки, захватили Днепропетровскую область, зашли в нее или не зашли, это вот типичная компульсия. Мгм. Ритуальные, компульсивные психологические действия по принципу «чур меня». Я заколдую мир словами или ритуалами. Все это в наличии. Можем поговорить как-то отдельно, что такое война и почему это работа с тенью. Так вот, у нас, поверьте, у украинцев, поверьте, теневых сторон ничуть не меньше, чем у россиян. Они ничуть не лучше. И там андрофаги, а здесь мавка, которая там или кто. Ведьма, перерезающая горло раненому солдату серпом.
с лицом просто живой воплощенной смерти. Если вы думаете, что это сильно симпатичнее российского настоящего Деда Мороза, который я когда-то публиковал, вы очень сильно ошибаетесь. Стороны стоят друг друга в своих теневых сторонах. У меня к вам предложение. А давайте соревноваться светлыми сторонами, если вообще соревноваться. Темное время, Алексей Николаевич. Чтоб Темное время, светлыми сторонами. темное время делают люди. Никто не приходит старуха с клюкой, не разбивает окна и не говорит, а ну-ка наступили темные времена, лампочки. Их люди делают. Делает личный, автономный, нравственный выбор. Знаете, что христианам предъявляли позитивисты в XIX веке? Говорили, смотрите, христиане такие гады, они верят, что они находятся в личных отношениях с абсолютным существом. И это дает им силы и уверенность, они же на него опираются, они к нему на «ты» обращаются. Делать поступки, которые противоречат их малым и большим группам вплоть до всего человечества. Человечество в кавычках, потому что никакого единого человечества, конечно же, к сожалению, нет. Нации и так далее. Говорит, вы смотрите, вместо того, чтобы слиться в экстазе с общностью, которая вскинула руки с криком «Зикхай», этот человек говорит, первое, ну, во-первых, моя душа бессмертна, во-вторых, как бы, что за мной Господь. Мне нечего бояться, я могу лично не соглашаться с целой своей нацией. Разве это хорошо? Слишком много свободы предоставляет человеку. Автономный нравственный выбор он может совершить. Поэтому никто вас не заставлял расчеловечиваться. Вы сами это выбрали, друзья мои. Те, кто выбрал. Не все, конечно, а те, кто выбрал расчеловечиться. То же самое. Рассказывать, что темные времена, когда нам пишут это с вами, Саша, это всегда очень просто. Вы автономно выбрали быть в темных временах. А я выбрал быть в светлых временах. Какие бы эти времена ни были. Вот вам и вся разница. Личный выбор, автономный. Никто не заставлял. Потому что так это и есть, понимаете? Мы Потому что когда... так как есть человек, это автономное моральное существо. Он сам осуществляет выбор. Персонально, отдельно, автономно. Никто никого не может заставить. Даже Какими эмоциями питаться, о чем, ну как, думать, искать выход или наоборот загонять себя дальше и дальше в пропасть. Есть варианты с ошибками, когда там ошибается человек, ему там потом проходит время, он прозревает, поэтому это важно. Но вот даже по тем комментариям, которые люди пишут, по тем общениям, которые мы слышим, видим, читаем, да, то есть наблюдаем, это очень важные темы. И нужно их поднимать. И я очень благодарен, что и даже вот в потоке там разных совершенно там ужасов, да, информационных мы находим для этого время. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, благодарю всех за то, что ставите лайки, там под 40 тысяч, 25 тысяч плюс мы посмотрели, ну вы нас посмотрели. Ждите по понедельникам. Обещаем в следующий раз больше вопросов, конечно, больше важных и острых тем. Но самое главное, впереди еще одна такая неделя, достаточно сложная и тяжелая, раз мы видим, как полетели уже Storm Shadow, о которых все забыли. Поэтому берегите себя и друг друга. В каждый дом добра и света.